Так. Привет всем. Так, привет, дорогие друзья. Жду, потихонечку мы присоединяемся. Давно меня тут не было. Так. Сейчас напишу тему. И мы с вами начнем. Так. Hello. Turkey. Yeah, today I will speak about Turkey too, and my yacht tour it will be in October, and also I will paint water and some seascape with water. So if you want, you can join. Так, друзья. Все отлично видно и слышно. Супер, Марина, спасибо большое. Друзья, так давно я не выходила в эфир в Инсте, просто вот. И это очень приятно, поэтому mostly I will speak in Russian, but if you have any questions, please write me and I will answer in English too. So, yeah. Друзья, в основном, естественно, я буду вам рассказывать на английском. Какие-то... Ой, на английском, да, вот, обрадовала. Немножко волнуюсь. На русском, но если что-то, естественно, я буду где-то дублировать, да. Thank you. На английском. Ну что ж, сегодня такой, да-да-да, немножко, правда, волнительно, потому что в основном я выхожу в эфиры сейчас на Ютубе, и в моих клубах, вот, и вот такой вот общий эфир, ну, первый раз вообще, правда, за долгое время, вот, поэтому поддержите меня, вот, надеюсь, что сегодня все пройдет хорошо, правда, немножко волнительно. Расскажу вам немного, пока мы собираемся. Сегодня, во-первых, да, я буду рисовать на 38×56, большой формат. Буду рисовать воду, такой долгожданный, да, многие хотели, конечно же, по воде прямые эфиры и курсы, но у меня, кстати, есть курс «Вода» и есть курс отражения в моей школе Art Kustovo School. Если вдруг вы еще не знаете, то присоединяйтесь, у нас там очень много классных курсов. Also, I want to say that I have a lot of watercolor courses with English subtitles on my website, my school, Art Kustovo School, link in bio, you can find it, and you can find a lot of English courses with cheapest price. I think if you want, you can join to me. And also some free lessons on my YouTube channel, also you can find all link in bio. Ну что ж, друзья, сегодня я вам расскажу немножко про тур, который состоится уже в этом октябре, с 1 по 10 октября на яхтах. И расскажу, как это было, в общем, в прошлом году. И вот реально мои друзья говорят, это недавно вроде было. Я говорю, нет, уже целый год прошел. Это был очень классный тур на яхте, вообще незабываемый. Это действительно интересный опыт. Я покажу вам маршрут.
на карте, как вообще это было. Если вам будет интересно такой опыт приобрести, вы можете присоединиться к туру. Ну и просто вообще задавайте вопросы, если в процессе они у вас появляются, я сразу отвечу. Так, доброе утро, Анастасия, очень рада вас сегодня увидеть и услышать. Я из Монпелье, благодарю вас за все ваши уроки. О, Евгения, это классно, я же какое-то время жила в Марселе, да, Монпелье очень рядом, к сожалению, не была в Монпелье, но очень надеюсь, что когда-нибудь буду в ваших краях, собственно, тоже. Вообще, осень предстоит очень жаркая в плане туров, в плане выездных туров, поэтому, друзья, если вы сейчас эти туры у меня, они все русскоговорящие, да, и вот тур на яхтах, о котором мы сегодня говорим, он русскоговорящий, но вы можете, соответственно, как бы присоединяйтесь, если вы в Европе, это отличная возможность вообще присоединиться, потому что с 2020 года сложности с выездом, они действительно присутствовали, и куда-то выехать было сложнее. Турция – одно из прекрасных мест, куда действительно можно приехать и нам встретиться, и порисовать, и я буду рада поделиться всеми навыками, которые я знаю и умею, собственно, и разделить это классное время с вами, потому что действительно такие туры – это незабываемое время. Вот, немножко, да, вам покажу. Капитан в этом туре в октябре подарил мне карту. Вот, эта карта, я потом переверну камеру и покажу ближе, да, вот такая вот карта. Карта побережья как раз Турции, и мы очень много объехали. И в этот раз у нас будет несколько другой маршрут, и каждый маршрут, да, он действительно разный, и я понимаю, что каждый год такие туры действительно я не буду делать, просто по той причине, что много прекрасных мест, но вот этот вот второй раз, поэтому присоединяйтесь в этом октябре, действительно, ну, с новой программой, это будет очень круто. Я это к тому, что, знаете, часто получаю такой момент, что, блин, очень хочется, вот, но в следующий раз, вот, жизнь наша показывает, что следующих разов они, как говорится, это не манипуляция, это факт, потому что действительно не всегда получается и из года в год делать туры в одни и те же места или там одного формата так не получается, поэтому это редкие мгновения, куда надо действительно присоединяться, редкие моменты, куда можно поехать вместе. Вот, так. Добрый день, хочется городской пленэр в Амстердаме или Вене, просто пожелание на будущее. Да, у меня было 2 тура в Амстердаме в 2019 году, и в Вене у меня был тур в 2018 году. Вот здесь присоединяйтесь на те пленэры и туры, которые сейчас есть, потому что действительно с визами, с шенгенами сложно. Тем не менее, сейчас в сентябре я тоже буду в шенгенской зоне, но не всегда я могу так выехать. Поэтому вот, да, моменты тур в Турции – это отличный способ прилететь и встретиться на нейтральной территории. Ну, так-то вот, честно. Да, обязательно получится, приглашаю в наш приятный регион, море и горы. Конечно, я уже была 1,5 года, я прожила в Марселе. Вот. Поэтому я этот регион очень хорошо знаю, но в Монпелье я не заезжала. Значит, ну что ж, да, перевернем камеру, немножко буду рассказывать, покажу вам фоточки, как это было, то, что никому не показывала до этого. Вот, ну, с чем-то я делилась в телеграм-канале в своем, но не всем, конечно. Вот, если какие-то в процессе будут вопросы, пока мы с вами собираемся, присоединяемся, вот. Так. Опа. Здесь у меня все, бумажка подготовлена. Итак, немножко сначала покажу карту, да, расскажу, как вообще яхта большая, и этот тур – это возможность проехать, ну, достаточно большое расстояние, то есть это не говорит о том, что мы, знаете, там
выехали, и вот тут где-то плаваем. Нет, я вам сейчас покажу, и это будет, конечно, для многих удивлением, потому что когда я это рассказывала, это действительно было так. Значит, вот это Бодрум, да, и мы стартуем здесь. И в прошлый раз мы ехали вот сюда, полуостров Дача, да, мы его объезжали в каждой точке, то есть у нас 5 дней, да, всего тур длится 7 дней, 5 дней, 2 дня у нас рисовательных, потом день отдыхательный, еще 2 дня рисовательных, ну, естественно, день прилета, день отлета. И, неделю мы идем на яхте останавливаемся в разных точках, и здесь мы проходили вот тут вот, да, вот сюда, мы заходили вот сюда, и потом обратно возвращались вот таким образом в Бодрум, да, то есть мы прямо целый полуостров тут обогнули, и за эти дни это прямо морское путешествие. При этом яхта 55 метров, она как большой дом, то есть на ней не качает. Но сейчас по фоткам вы посмотрите, это прямо просто плавучий дом. То есть это как бы, я бы сказала, это как круизный лайнер, только чуть поменьше. То есть вот такое вот путешествие. А в этот раз мы поедем. Да, на яхте это чистый кайф, Алена, я абсолютно согласна. Мы поедем вдоль вот этого побережья Турции. Да, здесь будем останавливаться, вот в какие-то места мы дополнительно будем идти, это все не туристические маршруты, то есть те места, где, куда мы, да, приезжаем, это куда не добраться просто так, и там в целом, туристов очень мало, то есть это всегда места для очень спокойные, для рисования, да, такой, то есть если вы хотите природную, водную натуру, то вот такие форматы, такой тур просто, да, самое лучшее. Потому что здесь мы особо не рисуем городской архитектуры, у нас нет много там толп людей, здесь такой чил, расслабон, мы купаемся полдня, потом еще рисуем, выходим, вот. И в этот раз мы поедем вот по этому всему побережью, да, будем останавливаться, ночевать, соответственно, в маринах, где-то выходить, где-то иногда, да, в море. И вот пойдем здесь. То есть это прямо вот такой вот классный большой маршрут. Вы потом сможете вписать его себе как, я ходил, вот знаете, не просто там вот, а прям на карте показать. А я, между прочим, плавал вот здесь вот по вот такому маршруту. То есть прямо вы как бы... так как большой взрослый путешественник, да, не просто там, как обычно, вот эти яхты возят, такие вывозят чуть-чуть вот сюда, да, в открытом море поплавали и вот здесь вот вернулись, да, а это действительно большой классный маршрут. Так, складываю карту, потому что она большая очень. Так, читаю комментарии, если они были. Так, всем привет, не успеваю всем махать, но... Вау, да. Но очень всех рада видеть и с радостью отвечу на ваши вопросы, которые будут в процессе появляться. Так, здесь не очень мне удобно. Сейчас попробую как-то перезакрепить. Так. Согласна на все 100, да. Сейчас посмотрим, как мы сможем с вами здесь, может быть, закрепиться. Секундочку. Потрясет вас, прошу прощения. О, может быть, да, вот так. Сейчас попробуем, чтобы... я могла читать ваши комментарии. Да, класс. И... все, собственно, настроить здесь под наше рисование. Для начала, да, еще покажу вам фотографии. Вообще, чтобы было понятно, как это все происходило. Вот я тут подготовила. Стартуем мы из Бодрума. Конечно же, турецкий чай.
Вот такая красивая Марина. Вообще можно сделать кучу фоток, референсов, да, пофотографировать. И сегодня один из референсов этого тура мы с удовольствием с вами нарисуем. У нас, кстати, уже команда практически вся собралась, у нас осталось там 2 места, так что присоединяйтесь вот до полного комплекта. Такая классная возможность. Гранаты, ну и колоритные, конечно же, персонажи. Здесь мы гуляем, пока вот первый день собираемся, какие-то арт-пространства в Бодруме. Ну, вообще такие, да, такая... Скажем, Бодрум очень напоминает Грецию, то есть это тоже немножко такие есть средиземноморские вайбы, поэтому очень классно. Елена организует очень хорошие туры, была, но пока не с Настей, конечно, хочется повторить и с Анастасией. Алена очень приятно, мне радостно. Да, Елена классный организатор вообще на все вопросы. Я, если честно, могу сказать, что я практически, да, это был мой 43-й тур в моей большой жизненной программе с 2017 года, да, и с какого-то времени я делала туры только самостоятельно, то есть я не делала их с организаторами, потому что не со всеми организаторами я хотела работать, и мне казалось, ну, как бы поработав с огромным количеством организаторов, и вот именно с Еленой, еще сейчас тоже вот делали Армению с Арой, в целом это организаторы, которым вообще у меня нету никаких вопросов, это все на высшем уровне. И Елена просто, да, очень-очень много с большой душой занимается организацией, потому что это действительно очень важно, потому что у меня были такие туры, где организатор, ну, скажем так, не очень внимательно относился к каким-то вопросам, и потом как бы мне приходилось брать эти организаторские на себя. А все-таки хочется, чтобы заниматься рисованием и рисовать, да, то есть вот поэтому и чтобы я была за хорошего полицейского, шучу. Ну, чтобы полностью, да, посвящать время своей работе, а не только там еще какие-то моменты. Поэтому Елене огромное спасибо за организацию. Это очень важная часть. Вот, так. Нет, чат не можно скрыть, потому что вы можете его скрыть на своем. Да, давайте я вот так его повыше положу. Но я читаю, в этом и смысл. Если бы мне хотелось сделать эфир без чата, я бы просто записала видео, но мне хочется общаться с участниками и с вами, и в этом и есть смысл, мне кажется, нашей всей работы, поэтому если вы хотите потом посмотреть без чата, вы можете посмотреть в записи эфира, вообще без проблем, он останется здесь в Инстаграм, останется на Ютубе, давайте даже я прямо напишу, чтобы не было вопросов. Вот, поэтому сейчас моя задача это болтать и рисовать. Значит, вот так я напишу. Вот, чтобы, да, не было никаких вопросов. А котики в Бодруму — это любовь, и собаки тоже. Хорошо. Да, вообще котики, мне кажется, ну, в Турции это отдельный вид наслаждения. Вот такие вот, да, классные. Ну, вообще, кадры, которые потом хочется рисовать. То есть, да, вот здесь вот прям чилить на побережье. Но это мы еще не стартанули. Да, тоже вот такие вот фотки, которые прямо, ну, классно. I will speak about my tour in Bodrum on yachts in October. It was in October last year, and will be this year also in October. So the first I will show you photos from this tour, and after that I will paint one of them on live stream. So I will save.
Привет, Настя, это Снежана. Буду третий раз с Настей и Еленой. Супер экспириенс. Ой, так приятно. Снежана, привет. Очень приятно тебя видеть в эфире. Вот. Снежана тот человек, который просто, мне кажется, семимильными шагами раскачивает свое творчество. Поэтому вообще туры – это возможность просто, ну, вот, получать такой опыт. И не просто однодневный, да, а мы вот в течение 5 дней рисуем. И с каждым я работаю индивидуально, с его какими-то, да, вопросами, там стараюсь помочь именно в этих моментах. И потом, естественно, это не без... это нужно потом отрабатывать, и нужно, чтобы вы потом самостоятельно тоже занимались, потому что нет волшебной таблетки, сколько бы знаний не было, если вы потом сами не прикладываете усилия, то результат не получается. Вот. А вот Снежана человек, который просто классно прикладывает усилия, и результаты просто космические. Вот. Уже рост, он прямо заметен, идет, большой-большой, так что только вперед. Очень приятно наблюдать. Вот такие вот красивые сюжеты, да. Это, кстати, вот как мы жили, это каюта. Каюты большие, если кто-то вообще, и вот такая отдельно ванная комната у каждого. То есть если я на яхтах была, и была не раз, и на маленьких яхтах, всегда это ванная комната не в каюте, а одна на там 3-4 каюты, и ты встал так, очень потеснился, и все. А здесь ванная больше, мне кажется, чем сам номер. То есть вот она, длинная кровать, там все, места для хранения, шкафы. То есть у каждого, да, конечно, есть номера, здесь вот одна кровать, есть номера с 2 кроватями, но на номер вот такая большая ванная комната, это, ну, это круто. То есть, как бы, абсолютно такой плавучий дом. Вот, поэтому, условия, вот они, пожалуйста, наглядно, вы можете их видеть. Вот, тут я фоткаю, потому что мне очень нравится столешница, такой классный вид сразу на воду. Вот, вот так вот из иллюминатора можно прям пронаблюдать. А это, собственно, как на палубе все выглядит. Я к вопросу качки, который все время задают, я понимаю, что он есть, но я рисовала на штативе, на палубе, на полном ходу яхты. Не качала абсолютно, то есть вообще ты как будто бы, ну, в таком вот большом доме. То есть вот завтраки проходят здесь, прям на палубе, все садимся. Ну, то есть мы целыми днями вместе. Это вот такой формат, когда и купаемся, и загораем. Вот, это я как раз вот первый день, и просто снимаю себя, как здесь классно, солнечно, ждем группу. Вот, так что все как раз потихоньку приплывают на лодочках. Вот, кстати, Снежана уже загорает. Вот, так что так вот красиво. Вот, и да... Да, спасибо за ваши огонечки. Вот, Юля, ой, так приятно видеть всех, кто, с кем мы прожили этот классный опыт. Вот, получается, это кают-компания еще внизу, тут здесь бар, собственно, у нас свой повар, своя, ну, команда, повар готовит, если есть какие-то там особенности питания, тоже все готовит. Я, например, не ем мясо, и для меня делали отдельно рыбу. Классно. Thank you, Нихмет. Ура, ура, скоро снова будем вместе творить. Да, это вообще... Вот это наша первая остановка была, и это вот такие... древние развалины мы здесь писали, нашли место, тенечек. Было очень классно, октябрь уже не такой жаркий, но при этом, ну, достаточно хорошо для купания. В этот раз мы чуть даже раньше, вот мы сегодня с вами порисуем вот этот маяк только со стороны воды. То есть такой кадр, который туристам еще не всегда можно получить. Вот мы тут рисовали, такая вот работа получилась. Ну, конечно, лодочки. В общем, кадров много. Вот Юлечка, кстати, вот как раз. Да, здесь сидим с рюкзачками. То есть нас довозят вообще. Мы не ходим особо с рюкзаками. Да, нас на лодку посадили, довезли до берега. Мы там высадились, порисовали и снова возвращаемся на нашу яхту жить. Вот такие красивые закаты из
каюты. Это, кстати, к вопросу о рыбе для меня. Вот была рыба. Вот наша вся дружная компания в прошлый раз. Прям вот вообще, да, очень круто. Так мы все как-то сдружились. Вот, я еще тут в процессе там, это второй день мы рисуем воду и яхты. Вот такие, да, кадры разные, которые потом можно вообще использовать, да, для, вот, собственно, работа. Вот мы все тут дружно выставились со штативами, кошечки наблюдают за нами, и собачки, кстати, да. Вот, все классно, все рисуют. Вот. Я, конечно, какие-то совсем... Это вот, кстати, карта, и мы разбираем, как мы, где мы, в какой точке, куда мы сейчас идем, куда мы плывем, да, вот где Греция, вот нам капитан все показывает. Так что вот мы как бы находимся как раз за столом, там, где вот обычно, то есть это прямо на яхте. Там мы живем, и это вот, да. И с утра можно сразу выгрузиться, купаться. Вот. Я помню, что как раз открываю окно, я там чищу зубы и смотрю, наши плывут прямо вдоль яхты. Вот. Очень красивые. То есть остановки в таких вот местах, где вот буквально еще одна-две лодочки и вообще никого, и можно покупаться, поплавать. Я нарисовала 2 работы по своим фото из Бодрума, и эти картины уехали в Питер на выставку. Юлечка, поздравляю, это вообще очень круто. Ты, кстати, тоже вообще с каждым разом прямо растешь семимильными шагами. Вот действительно, друзья, я как бы без ложной скромности скажу, те, кто ездят на пленэры, прокачиваются очень сильно, особенно в туры, потому что ты можешь ничего другого не делать, а 5 дней рисовать, и вот эти 5 дней рисования в туре, вы не дадите мне соврать, можете здесь написать, они как будто бы вот месяц и даже больше рисования дома, потому что все равно это непосредственное погружение, и действительно можно заняться и техникой, и как бы и не думать о хлопотах, заботах и так далее. Вот, Юля пишет, да, спасибо, было все благодаря пленэрам. Я очень рада, просто действительно я как бы знаю, что это так, потому что меня саму прокачали именно пленэры. Работа с натурой. Работа с натурой, она очень сильно развивает. Это я тут прошу капитана меня поучить управлять судном, и я какое-то время управляла нашей яхтой, в общем, да, на навигации. Вот, останавливаемся вот в таких невероятных местах. Это вот, кстати, наша яхта сейчас здесь прогрузится с дрона. Вот она огромная. И невероятно вот эти кадры, Рома, огромное спасибо вообще за них, как будто бы мы едем по небу. Вообще что-то вау. Что-то вау такое. Вот. Ну, соответственно, здесь вообще вот эти вот кадры с воды, которые можно сделать с лодочки в разных бухтах. Вот. Я не обозначаю вам конкретные места, потому что это, вряд ли кто-то прям запомнит сейчас, но вот показываю, да, какие-то вообще невероятные такие фотографии, очень много мы наработали. В процессе, в свободный день я писала большое демо, все делали тоже работы, вот прямо на яхте здесь, то есть вот команда очень нас поддерживает, вот все, собственно, здесь можно также работать. Вот мы стоим, кто-то пошел купаться, вот, а кто-то рисует какие-то свои сюжеты, которые еще хочет нарисовать. Собственно, вот демо, вот наша вся дружная компания. Вот. Соответственно, да, кто-то что-то, может быть, где-то не закончил, доделывает, так тоже бывает. Вот, классные, здесь фотографии продолжаются, наша высадка, тоже пленэр. В основном мы рисуем именно не на яхте, а, конечно же, высаживаемся. Но в какие-то дни, когда прям охота на рисование огромная, то мы, конечно же, вот, видите, мы тут, класс, 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 вот, всей компании с нашей яхты. Вот. Я прокачиваюсь только с Анастасией на 2027 год, уже какие-то намеки по пленэрам, график. Снежана, я рада, что это так. Мы, да, планируем, готовим, все обязательно расскажу, поделимся. Вот, так что, да.
На 2027 уже есть планы. Вот. Вот такая красота, закаты, в общем, действительно можно отдохнуть, то есть это отдых и рисование, да, такое, потому что мы целый день вместе, мы не тратим время на дорогу там до отеля, от отеля, там еще что-то, тут же на яхте вещи кинул, пошел купаться, загорать. Вот, конечно, это такой неповторимый в этом смысле формат, они у меня все разные, я каждый свой тур люблю, нету какого-то самого лучшего и так далее, да, просто они все уникальные. Если вам это отзывается, этот формат, то я вас очень жду, потому что, ну вот действительно, а это мы рисовали на верфи, потрясающее место, да, вот как раз с кораблями, вот, стоящими, туда вообще договориться рисовать на верфи, это что-то с чем-то, я просто пищала от восторга, потому что, ну, боже мой, как бы, ну, потому что там работают люди, это прям, можно сказать, на завод пройти. Вот, и мы написали работу, это было очень круто. Ну и, конечно, все фоткались на носу, тут вот мы тоже все, да, с парусом, все в тельняшечках подготовились, вот, делали классные фото, видео, в общем, такое. То есть это путешествие, это не только про пленэр, вот. И последнее, мы рисовали вот эту работу, тоже... Что-то тут... вот, это смотр работ последний, да, вот сколько все натворили, это просто невероятно. Вообще, многие вот сделали вот как раз Юлины работы, там еще и свои сюжеты написали, вот сколько мы, вот все друг другу аплодируют, все очень рады, счастливы, вот такая... Наша, да, это вот одна из работ, которые мы писали. Часть фоток у меня, конечно, даже не моя, вот, а Ленины, потому что мы не успевали все фотографировать, вот такие все радостные. И большую работу потом писали на столе все вместе. Вот, вот такая вот наша история. Да. Я тоже жду график на 2027, обязательно хочу присоединиться. Марина, очень жду, будет классно, всегда разные туры, вот поэтому действительно мне хочется, чтобы вы как-то тоже и я вдохновлялись совершенно, да, разнообразными местами, поэтому мы с вами все будем этот экспириенс получать, буду делиться. Так, да, вспоминаю Абхазию, это было чудесно. Вот, кстати, тоже хочу сказать, что Абхазия была прям вау, и я понимаю, что, ну, может быть, повторю лет через 10, да, то есть, как бы, ну, вот такие моменты, они, ну, не должны быть, знаете, каждый год, потому что самые крутые места... они все-таки, ценность их в том, что они не каждый раз, да, что вот это действительно такое запоминающийся формат и как большое-большое путешествие. Да, супер работа у всех, это правда, вообще все огромные молодцы. Да, был и Краснодар, но уезжать это гораздо сильнее, это правда, это правда. Ну вот те, кто выезжал, это знают, даже не стоит говорить, как говорится, да, спасибо, что вы, конечно, это говорите здесь, потому что это действительно приятно, и спасибо за ваши слова, а то иногда мне кажется, что как будто бы я, знаете, я не тот человек, который постит отзывы везде. Вот, может быть, надо начать, но я так редко это делаю, и на самом деле я понимаю, что вот да, сейчас вы рассказываете об этом сами, и действительно это тоже большая поддержка. Но мне всегда кажется, что просто даже все работает и без отзывов, потому что те, кто присоединяются, рассказывают, показывают, и когда хорошо, тогда хорошо, все знают, и все. Вот. А сегодня у меня был просто свободный, хороший день, и я подумала, что классно будет и порисовать вместе, и действительно рассказать, показать, потому что в прошлый раз после поездки у меня этого не получилось. И мне действительно хотелось поделиться этой радостью вместе с вами. Вот. Так что, ну что, порисуем? Я надеюсь, сейчас я... О, здесь вот так можно сделать, вообще супер. Вообще супер. Сейчас мы так и сделаем. Так, вот так мы сейчас сделаем. Здесь я оставлю вот это вот сохраню эфир. Так, весь лист видно.
Супер. Ну что ж, приступим. Я буду рисовать вот этот вот сюжет, он не суперсложный, с маяком, да, с горами такими прекрасными и с водой, да. И у меня это Bauhonk S8, фактурная бумага. Вот так выглядит фактура, это торшон. Вот, она держит достаточно много воды, у меня 38 на 56, это пол-листа. В эфире референс не виден, я его сохраняла, так что вы сможете, ну, как бы, давайте я его так вот крупно покажу, если что, можно его будет отскринить, если вы смотрите только видео для референса. И в целом в телеграм-каналах, в ВК я везде его оставляла, так что можно будет его сохранить для себя. В целом, да, я буду использовать флейц, веерная кисть, моя кисть Момент, моя кисть Air, она просто здесь белой ручкой. Ну, и, собственно, мне кажется, что все практически. Может быть, еще какую-нибудь плоскую кисть возьму, но вот это основное. Так, давайте тоже скажу о красках, которые я буду использовать. Краски мои, может быть, если кто действительно еще не знаком со мной, вы сегодня со мной познакомитесь, поэтому задаем вопросы, если что, да. Я вас буду направлять, где не всегда я смогу ответить, да, иногда я просто смогу вас направить, где эту информацию взять. Так, 1 секунду, возьму бумажное полотенце. Как всегда, готовилась, не доготовилась. Так. Окей. Значит, это мои краски. Я просто сейчас продублирую свои цвета, которыми я пишу, да, в целом всеми. Возможно, не все мы будем из этого использовать, но в целом, да, основная моя палитра. Есть отдельно на YouTube-канале бесплатный урок по всем краскам. Так, и мы с вами сейчас все посмотрим. Okay, at the first, I will speak that I will use paper. It's 100% cotton, Bauhonk S8, and it's half of full sheet of paper of watercolor, 38 till 56. And also, yeah, it's big brush, coat brush and it's Kalinsky, and my brush, Anastasia Kustova from Synthetic Brush, and also Rublev. It's blue for mixing color on the surface of the paper. At the moment, I will show in process. And here you can find my colors. It's yellow ochre, желтый охра, друзья. Y, пигмент Y43 и 42 вот здесь, да. One of my favorites, Burnt Sienna from Sennelier, жженая сиена от Сенелье, аметист от Дэниел Смит. Можно аметист от Гаммы, но сейчас, по-моему, его нет в продажах, да. Аметист from Daniel Smith, it's a violet color and horizon blue. Здесь у нас бирюзовый, да.
Lavender, my favorite from White Nights, but you can find in a different kind of brand, so yeah. Значит, лаванда, также серая пена, да, Grain Paints. Также я использую индиго от шминки, но я рекомендую что-то брать более яркое, поэтому это просто моя любимая старая краска. Вот. Также здесь у нас оливковая будет от белых ночей, это Невская палитра. Olive green, yeah, not quite clean, but sorry. And так, Lunar Blue от Daniel Smith, Lunar Blue, you can see. And some kind of bright blue, for example, Indian Trend blue or Prussian blue, like you want. Вот у меня здесь прусская Daniel Smith, но вы можете взять и какую-то индонтреновую, какую-нибудь яркенькую, голубую, которая вам нравится. Помните правило, что вы используете голубое, если на небе, то и в воде тоже у нас этот цвет будет присутствовать. Это не значит, что вода должна быть копией неба. В воде появляются новые цвета, но цвет должен присутствовать. Так, все. Про краски рассказала. Палитра моя, чтобы, да, не было вопросов, это Midgello Double Decker. Большая. И все, и я приступаю к работе, да. Особо какой-то карандашный рисунок у меня не будет здесь. Я только намечу, где у меня будет маяк. В третье. Так, здесь вот чуть-чуть я это все сдвину, чтобы у нас был свет. Мелькаю я своими веселенькими штанишками домашними. Все en naturel. Так. Так, здесь, то есть у меня в третий маяк, я его чуть-чуть увеличу, да, я его чуть-чуть увеличу, как будто бы мы близко смотрим. Okay. I will draw it a little bit bigger, like we really near of this place, because if we can see it from this point, it's really short, and yeah, I will paint it bigger. Yeah. Так, значит, у меня здесь маячок такой красивый. Чуть-чуть мы его увеличим, потому что рядышком, конечно же, будет побольше. Да и глаз у нас это все увеличит. Там какие-то еще строения, сильно этим вообще не занимаюсь. Домик. Ну, такой вот, знаете, прям классический маяк. Очень красиво. И что-то там такое, да, и какая-то скала вот здесь вот побольше, да, что даже можно выше маяка сделать, то есть чтобы мы видели вот этот размер уходящий. Здесь у нас какие-то, да, скалы вблизи, и тут такая тень от этих скал падает. Можно даже себе ее отметить. Собственно, это весь карандашный рисунок, который нам нужен. Линия горизонта у нас около трети листа. Небо у нас будет максимально простое. Вот здесь вот у нас с вами вдали какие-то горы небольшие. Так что все. На этом можем расходимся. Так, я увлажнять буду с одной стороны в качестве экономии времени. И она немножко сразу из-за тяжести, да, приклеится. У меня здесь оргстекло лежит.
Очень много теорий в этом уроке не будет, он такой практический. Вся теория у меня, конечно же, в таких подробных курсах на эту тему. А здесь мы с вами просто по фану порисуем. Вы позадаете вопросы, задавайте их, если они есть. Я буду с радостью на них отвечать. Вот. Но очень много, чтобы не было у нас, чтобы не было скучно. Вот. А вверх у нас будет по темнее, да, воздушную перспективу мы не забываем, она здесь на референсе очень хорошо видна. Здесь темнее, здесь светлее, здесь темнее. Все. Yeah. About air perspective, you can see that's mostly light place on the horizon line and darker place here and light on these moments. And the same situation like in the mirror, yeah, the same situation on the bottom. Yeah, lighter to the horizon and near of us we can see more dark place. Ну, какие-то моменты я так заодно попрактикуюсь. Давно на английском не разговаривала. Так, надо чистить палитру подготовки, а не как я. Но зато у меня бумага сейчас напитается водой. Если я хочу оставить маяк светлым, то я могу промокнуть. Не надо промокать, прям стараться промокать вот прям вот тут вот этот маяк. Промакивайте вот так побольше, потом кисточкой дойдете все равно до края, и все будет нормально. А так я прям вижу иногда вот так вот. Но вы все равно не попадете в самые мелкие детали. Так, на небо у меня будет более голубой. Вот вы выбрали какой-то синий, да, каким вы работаете. Вот им и работаете. Без разницы, это не обязательно моя палитра, это может быть любой вам нравящийся синий цвет. Так. Здесь у нас достаточно спокойное небо. Побольше надо замешать краски, чтобы было. Так. Saludos desde Monterrey, México. Saludos. Ага, так, вижу, я читаю комментарии, Юля, на Озоне еще есть, я много купила, это, видимо, касательно красок, вот, возможности запасы, все возможно, да, может быть, у вас на складах есть, в Москве уже нету, вот, поэтому уже нам сложнее здесь в этом смысле. Ну, вот какое-то небо такое, да, главное, что тона больше краски наверху. Здесь забываю я про это все. Вот тут могу внимательно, да, обойти, оставить тот тон, который мне нужен. Не обязательно очень контрастно это делать, достаточно небольшой. Уже будет хорошо и понятно. И вот эту краску, да, куда-то всю увести. Если что, всегда можно расчесать. Так, и я перехожу, мне еще нужен такой цвет сиеной лавандовый. Сейчас мы еще здесь сделаем голубеньким. Так. Немножко. И потом расчешем, если да, нам надо будет, чтобы у нас не было ощущения, что мы здесь до края дошли.
Это у меня Баохонг, поэтому он сильно синий цвет, он его сильно не убирает. Да, то есть вот что положили, то и остается. Лавандовый здесь тоже. Ой-ой-ой, видите, Если так получилось, ничего страшного, вы всегда можете потом, да, подстереть, подснять. В этом нет никакой проблемы. Что? Не боимся, просто чешем, делаем акварель, она очень динамичная. Вот. У нас с вами тут такие красивые цвета. Все ведем наверх. Постепенно расчесывая все это вниз. Да, у нас... Я гоню вот там, где много цвета, вот его, пожалуйста, туда. Чуть-чуть его как будто бы поднимаю, да, пусть он будет лучше наверху. Потому что он-то бежит в сторону воды, там, где у нас смочено, там у нас как будто бы больше цвета становится. Здесь можно даже потом будет какие-то облачка нам нарисовать красивые. Это мы решим. Сиена и лавандовый. У меня, сразу скажу, у меня нету задачи сделать копию референса, да, чтобы вы понимали, поэтому к этому я не стремлюсь. Наоборот, мы здесь с вами экспериментируем, да, делаем. А здесь я уже забываю про все и рисую насквозь. Потом вернемся к этой части. Сейчас она мне не сильно интересна. Использую эту краску. Что за маяк? С самого начала я это рассказывала, вы, возможно, были в эфире. Это, маяк в Турции. Конкретно название маяка я вам не скажу. Если Елена есть в эфире и знает название маяка, то может подсказать. Но вот какой-то маяк, который мы проплывали. Вот видите, краска все равно уходит достаточно прилично так. Вот, я могу какие-то, хочется, можно даже дать какие-то облачка небольшие. Здесь в целом небо может быть спокойное, потому что низ будет очень активный. Но немножко можно, немножко разрешается. Так, и перехожу в какой-то теплый такой цвет, уже желтая охра, что-то такое желтенькое мне надо, да? Теплое на горизонте. Особенно это видно в скалах. Скалы тоже у нас такие теплые, где-то желтый. Желтый уйдет, он не будет такой активный здесь. По крайней мере, желтая охра, она проседает достаточно сильно. Поэтому здесь мы можем свободно, если хочется такой подсвеченный какой-нибудь зеленый, но нам сильно не надо, но мы можем его, да, вот сюда. Ой! Если так происходит, тоже ничего страшного. Вот. Самое главное знать, как с этим справиться. Всегда можно расчесать и вот так вот убрать. Для этого веерная кисточка нам и нужна. Ну, а здесь пусть у нас будет зеленка, подсвеченная солнцем, почему бы нет. Значит, акварель так подсказала. Кисточка, синтетика, кисточка моя. Кисть вы можете приобрести на моем сайте. Анастасия Кустова «Момент». Это уникальная моя разработка, похожая на каллиграфию. Это синтетика. Запатентована, собственно, как бы для производства моей, под моим брендом. Так. Все про кисти, про все я рассказывала в самом начале. Поэтому, если вы пропустили, присоединились только сейчас, про материалы вы сможете все узнать в начале, вернувшись потом на запись.
Так. Чтобы мы с вами шли вперед и не сильно возвращались к каким-то моментам, да? Вот здесь можно еще что-нибудь такое сиреневенькое, но не сильно. Чуть-чуть, да? Да, закон забора, это значит, что если вот с этой стороны появилось, то и с этой тоже. И здесь, кстати, могу как раз, видите, я протерла, можно форму снова вернуть. Угу. В целом можно расчесать. За границу кисти сейчас не отправляю, не потому что мне жалко, но если у вас есть возможность кому-то доставить, просто они не доходят из-за особенностей почты и сейчас, да, таможни. Они все возвращаются. Я кисти продавала на Фабриано, туда ездила Ирина Кулемина и продавала, и что-то как-то все не... Как говорится, ну, все много-много писали, я говорю, вот, есть на Фабриано, но вот как-то, вот знаете, как всегда. То есть, к сожалению, не всегда есть возможность доставки до дома, особенно в текущих обстоятельствах жизни. У нас сейчас все в России сложнее. Поэтому в турах, когда я выезжаю за границу, вы всегда можете приобрести кисти. Вот, поэтому, пожалуйста... Стараемся всеми способами их в Европу доставить, когда эта возможность есть. Поэтому не пропускайте, пожалуйста. Если конкретно вам нужно, чтобы вам написали об этом информацию, вы всегда можете оставить заявку на hello@artkustova.ru, то есть это почта сайта, где продаются мои кисти, да, где продается все, и мы обязательно вам напишем, когда эти кисти будут в Европе или когда они будут куда-то отправляться. То есть эти заявки, они все остаются, друзья. Мы работаем. Так. И я дальше продолжаю. Вниз сейчас буду рисовать воду. Чуть-чуть здесь, да, увлажняю себе еще, потому что уже подсохло. Можно это все подложить туда, чтобы ничего не затекло, и у нас где-нибудь с планшетом мне, ну и сохнуть будет быстрее. Так. И я двигаю сюда, чтобы вам было тоже виднее уже нижнюю часть. На отражение сейчас никакого внимания не обращаю. Да, если что, ну, можно немножко, вот она у меня чуть-чуть топорщится, подмочу сейчас снизу чуть-чуть, чтобы она приклеилась. И на гладенькой будем продолжать нашу работу. Выгоняю пузыри. Ну, даже если они будут, ничего страшного. Мы достаточно быстро с вами будем двигаться здесь, поэтому все хорошо. Если вам комфортнее увлажнение с двух сторон, увлажняйте. Я сейчас просто это делаю в целях экономии времени. Чтобы у нас был такой эффективный с вами эфир. Так. И, кстати, пока здесь влажно, можно тоже туда, знаете, каких-то, ну, набрызгать, каких-то пятен поставить, пятна фактуры, чтобы потом, да, оставлять. Давайте мы это сделаем. Я думаю, что сейчас как раз это все видно. Хорошо, нужная влажность. Тут у нас будут тени.
В плане кистей хочу сказать, что нету никакой кисти, которая рисует за вас. Рисуйте вашими привычными кистями. Да, естественно, я разрабатывала эту кисть, да, с учетом пленеров для того, чтобы я ей пишу вообще все свои работы. Но она ближе к каллиграфической. Возьмите каллиграфию, возьмите какую-то. У нас почему-то до сих пор бытует мнение, что как бы сейчас я куплю кисть и я начну рисовать. Нет, единственное, что вам поможет, это практика. Вот. Во всем остальном никакие кисти, ничего, да, не дадут этого эффекта. Поэтому обратите внимание на больше рисовать, выходить на натуру, практиковаться, да, вот опять же, такие все моменты. Это гораздо важнее, чем покупка каких-то новых материалов, да. Покупка новых материалов актуальна только в начале вашей творческой карьеры, а дальше, ну, как бы, это на самом деле вообще так не работает. Лучше вы будете хорошо знать свои материалы, даже если они никому другому не подходят, только вам. Это гораздо будет более эффективно, чем вот это вот скупать бесконечное. Да, для вдохновения можно иногда, наверное, но в целом я против. Баба Яга против. Немножко сделаю здесь сразу. Ну, чтобы уже, да, то есть какие-то моменты, каким-то моментом даже не возвращаться, пока там хорошая влажность, можно и написать в целом, почему бы нет. Вот, уже даже сделать эти моменты со скалами, такие воздушными. Так, для синего у меня тот же цвет, что и на небе. Он будет у нас и в тенях встречаться, поэтому я его здесь, да, такой сине-фиолетовый. Где он у меня будет проявляться. Потом, если надо, по-сухому еще сделаю моментики. Давайте сделаем тогда сейчас скалы. Хорошая влажность. Референс я выкладывала. Сейчас я не могу его показать, потому что, чтобы мне показать, мне нужно, у меня сейчас здесь все влажно. Вы можете, я его показывала в эфире. Эфир сохраню. Вы сможете потом спокойно его соскринить. Он также есть в моем телеграм-канале и в ВК. Чтобы каждый раз, когда новый присоединившийся не просил референс, конечно же, все сохранено. Но иначе я займусь только тем, что я буду показывать в эфире референс много-много раз. Да? Ну, наверное, это не будет всем интересно. Поэтому перемотать можно будет все в сохраненном эфире посмотреть в начале. Здесь у нас, да, то есть я смотрю какие-то моменты сразу. Тени. Про цвета я все говорила в самом начале. Зеленый, как я уже сказала в процессе, я смешиваю оливковую и фиолетовый. Про все мои цвета вы можете подробно посмотреть. Давайте так, это все-таки, да, у нас просто рисование по фану. Да, такое в эфире. Конечно, я объясняю какие-то основные моменты, но я не могу все прямо сюда, да. То есть вот особенно про материалы. Вы лучше задавайте мне какие-нибудь вопросы относительно композиции, каких-то технических моментов. Но когда вы спрашиваете про материалы, это все есть. Это правда, все уже везде есть, оно все выложено. Это не имеет вообще никакого значения. Вот. Ну, то есть материалы это меньше всего помогает художнику. Поэтому давайте лучше сфокусируемся на каких-то там, да, на влажности можно задать какие-то более такие вот глубокие вопросы. Я с удовольствием на них отвечу.
Вот. Но материалы, я все говорила в начале, смеси, вы можете взять тот зеленый, который вам больше нравится. Вот. И просто проработать им. Потому что, ну, будет у вас 24 цвета палитра, будет один зеленый. Опять же, вам нравится один, вы видите один цвет. Я вижу, допустим, другой. Вот. Никогда у меня нет желания переделывать и говорить, нет, вот этот правильный, а вы видите не так. Ну, нет, конечно. Вот, поэтому здесь самое главное в акварели это вот какие-то, то есть сейчас у меня влажность, с той стороны у меня сухо, но вот это вот все влажная заливка. Я сейчас во влажную заливку вплавляю, да, наши элементы все. Сразу делаю какие-то темные места, чтобы пока вот хорошая влажность, пока это место у меня держит все. И я здесь сразу пропишу, и потом уже буду заниматься водой. Так, темные, да, вот там вот самая тень такая у нас падает. Там и синий, и темно-коричневый. Да, коричневый вы можете чистый взять, какой-то свой, который вам комфортнее, можете замешать. Я замешиваю сиены и серой пейны. Так, и здесь там снизу, да, какие-то у нас даже могут быть красивые, да, обычно пещеры. Вот мы можем их здесь, как будто бы, да, вот эта изрезанная скала с нижней части поставить. Тут уже как вам больше нравится. Потому что это в целом, конечно, это такая некая стилизация, потому что я прям детально это не прорисовываю. И ближе, да, к краю у нас всегда темнее. Это важно. Здесь у нас. Ну, сразу у нас там есть тень, я эту тень ставлю. Такая сине-фиолетовая. Сюда пусть будет. Так. Угу. У нас свет теплый, тени холодные. Классическая раскладка. Отвечаю на ваш вопрос. Так. Настя, спасибо большое за то, что рисуете, очень вдохновляете, развиваться и рисовать. Находясь наедине с собой, я много поддержки нахожу в эфирах. Катя, спасибо большое, мне очень приятно. Вот. Сегодня, да, такой вот вдохновляющий эфир просто для нашей с вами такой практики удовольствия. Если хотите что-то изучать подробно, присоединяйтесь, конечно же, на мои. Есть много бесплатных уроков, есть также онлайн-курсы в моей школе. Все это, пожалуйста, там я даже все проверки делаю самостоятельно, все проверяю, занимаюсь и мы идем к победе, идем к цели, да, потому что какие-то моменты требуют очень глубокого изучения. Так. И времени, главное. Так. И здесь у нас что-то еще такое, что-то еще у нас такое, что-то еще. Да, у нас цвет неба такой голубой. Если захочется что-то затонировать, всегда потом можно затонировать, посмотреть, чего там нам не хватило на этой горе, собственно. Вот. Поэтому просто пока сейчас влажно, я работаю с этой зоной, да. То есть вот есть возможность с ней работать, я работаю. Вот. Когда там будет подсыхать, чтобы уже не возюкать, то есть это получается, пока у нас влажно, это один слой. Вот, и вот в этот один слой можно как бы все вписывать.
то, что нам хочется. Пока она не подсохла. Так. Здесь чуть-чуть еще, да, вот как-то фактурки потом хочется. Не хватило немножко цвета. Ну, мы к этому вернемся. Если что, затонируем. Посмотрим уже по ситуации, да, какая у нас будет. Вот эти теневые места у нас, они у нас холодные. Вот, быстро покажу еще раз. Вот так вот, да, у нас здесь холодное, тут теплое, все по классической раскладке. Где-то еще какие-то. Места. Тут в тени темнее, да, в тени у нас будут тоже, если будет зелень, но она уже такая более темная, можно туда зелень, да, уже что-то темненькое добавить. И почему я еще это все делаю в расфокусе? Потому что воздушная перспектива все-таки она присутствует. И самые темные моменты будут здесь, впереди. И нам хочется, чтобы тут была детальность, но не самая активная, да? То есть такая мягкая детальность. Это важно. Потому что если там в воздухе у вас еще будет все вот так сурово прорисовано, то низа вообще как бы низ совсем будет нам не нужен, да? То есть у нас вот здесь. А сухая кисть, вот, кстати, она всегда будет притягивать внимание, поэтому какие-то моменты можно ей поставить, но будем осторожными, да? То есть не все, иначе там у нас будет фокус внимания. Так. Ну, если я говорю, если что-то, вернемся, здесь затонируем, там посмотрим по ситуации. Такая вот у нас здесь тенюшечка. И какая-то там пещера, возможно, внутри. В самых темных тенях тени темнее, да? Так. Ну и здесь можно вообще вот это чуть-чуть все, да, к краю, оно такое подобъединить. Не люблю, когда прямо, знаете, детали, вот мы про что мы говорили, то есть они такие более цельные все. То есть здесь, может, и есть какие-то моментики, а сюда у нас такая, можно даже еще активнее взять, плотнее тон, тоже дать сюда тональность. И все это подсобрать. Так. Угу. Так, ну, приблизительно гора наша готова. Дальше. Идем вниз. У нас будет вода. Absolutely love. Thank you so much. Thank you. I'm very appreciate. Так. Настя, здравствуйте. Но курсы у вас не для начинающих. Я пока смотрю ваши уроки на Ютубе. Для начинающих у меня все бесплатные уроки на Ютубе. Курсы у меня уже для тех, кто занимается. То есть вы можете взять на вырост. Вот еще раз сейчас важное, да, скажу. Начинающий бывает разный. Начинающий бывает, я пришел из гуманитарной сферы и вообще никогда кисточку не брал в руки.
и я начинающий. Бывает начинающий. Я первый раз рисую акварелью, но я 15 лет рисовал в архитектурном бюро, я еще вообще там математик, и как бы все это, вот тогда вам подойдет. Вот во втором случае, даже если вы начинающий, вам подойдет, потому что я структурно объясняю, если у вас хорошая память, вы запоминаете, быстро схватываете, то они уже как бы вот для подготовленного человека, потому что я объясняю на основании как бы структуры, математического мышления, да, такого как бы инженерного подхода. Вот, то таким начинающим, особенно с техническими образованиями, с архитектурными образованиями, с опытом художественных вузов, подходит все. То есть, если вы даже современную акварель трогаете вот первый раз, то там все хорошо. Но если вы, как говорится, но надо учитывать, что надо заниматься. То есть, на моих курсах надо заниматься. Мы не рисуем яйцо 3 года там, или 4. Или мы не рисуем один мотив очень долго. То есть, я объясняю очень много, но нужно схватывать, потому что каждый следующий будет на усложнение урок, да, то есть он будет все больше и больше. Я тот преподаватель, который учит расти. Если вы просто приходите для удовольствия там, в процессе только, я люблю очень удовольствие в процессе, но я всегда как бы толкаю вперед к росту, к развитию. И мои все курсы – это огромное количество информации, но надо заниматься. Надо заниматься, и тогда вы вырастете, тогда вы сможете вот и на конкурсах, вот мои студенты и на конкурсах побеждают, выигрывают, принимают участие в международных, российских и так далее. Именно вот как бы на это у нас уклон. Поэтому, если вы уже прошли все сезоны на Ютубе, можете смело присоединяться на курсы. Плюс на курсах есть живые мои проверки. Я проверяю, как бы все, смотрю именно ваши. Но у меня есть те, кто занимаются вот прямо, но они упорные. Вот я люблю людей с характером. То есть никогда возьмите меня, сделайте все за меня, а я ничего делать не буду. Вот тогда не ко мне. Вот, я вообще преподаватель не для всех. А вот те, кто такой, нет, я справлюсь, я выучу, я хочу понять, я разберусь, я еще дома позанимаюсь, я возьму всю информацию, которую мне здесь дают, я вас очень жду, я готова просто с вами заниматься и вкладываюсь в каждого, кто тоже готов заниматься. Вот. Это вот, наверное, самое важное, потому что я не спасатель, я не научу человека рисовать, если он не готов заниматься самостоятельно еще. То есть любая полезная информация, ее нужно закреплять. Я вот об этом тоже уже говорила. То есть все растут, но только если занимаются. Поэтому надо заниматься. Если это про вас, вообще, я вас только жду, и мы будем с вами много работать. Я потрачу, как говорится, много времени на то, чтобы вам помочь, потому что я вкладываю все свое свободное время, все свои силы в преподавание сейчас. Пока что я могу это себе позволить, и я отдаюсь в полной мере всем своим студентам. Вот. Поэтому у меня по 2 эфира в клубе по 2 эфира почти в день. В клубе «Старту» я веду основной клуб, да, те, кто выходит в личное творчество, то есть какие-то личные консультации веду и так далее. Очень-очень много. Вот. Но я не тот преподаватель, который, ой, нарисовал какую-то штучку, уже молодец. Нет. Мы занимаемся, мы учимся, мы двигаемся. Конечно, я хвалю, но хвалю за дело. Да? Поэтому так. Сейчас я сюда чуть-чуть подложу. Мне нужно, чтобы не пошло наверх. Так, не подходит. Секундочку, прошу прощения. Так, вот так вот, просто чтобы у меня здесь наверх не пошло. Так, ну и что? Придется к воде, да, приступать. Вот, ладно, сейчас нарисуем. Но зато нам уже вверху практически ничего не надо делать. Мы тут уже всю гору нарисовали. Вообще это выигрышно всегда смотрится. Вообще, как бы... Знаете, тоже надо практиковаться, но не требовать от себя прямо вот вы за секунду, естественно, не выучите. Давайте себе время заниматься, отрабатывать. Я вот про это говорю, да? То есть вот это нужно
Потому что если я пришел на мастер-класс, а потом я год не рисую и снова пришел на мастер-класс, то, к сожалению, вся эта информация улетучивается. То есть для того, чтобы что-то получить, надо заниматься. Так. Ну что, let's go, let's paint water. Ну что, здесь у нас тоже начинаем с теплого, то есть отражаться будет наша теплая часть, потому что холодного на этой работе достаточно, и мы перейдем постепенно уже к холодному, иначе у нас просто все синее будет, синее и неинтересное. А нам надо вот такую вот интригу небольшую дать. На отражение я пока вообще внимания не обращаю. I will paint only water and don't think about reflection now. I will paint reflection after drying. То есть я делаю так же, да, как на небе, только еще поактивнее можно. Чуть-чуть где-то. Так. Угу. Вот, точно так же, да, мы делаем эту заливочку, постепенно набирая тона. Можно еще побольше здесь себе смочить, чтобы было как, чтобы здесь у нас чуть-чуть, да. Вот я расчесываю, и у нас заливка сравнивается. Можно еще вот такие простые волны делать этой кистью, если развернуть на ребро, да? То есть так вот. Желтый, как видите, уходит, поэтому я здесь не волнуюсь. Беру снова цвет неба. То есть мы зеркалим. Что вверху, то и внизу, просто поплотнее. Сначала надо нанести. Прежде чем рисовать какие-то волны, я наношу тон. А потом уже мы будем все это прорисовывать. Так. Синий. Можно прям плотный синий взять, который планируется здесь. Активный самый. Внизу можно даже зеленым. Чуть-чуть, да, я еще все это поднимаю, чтобы вам было видно, что я здесь рисую. Я не буду рисовать здесь пену морскую. Вот, я здесь делаю такой зеленый уголочек. Можно камни в воде, но мне кажется, будет too much. Поэтому сделаем. Я рисую воду из головы, я не копирую фотографии. Как рисовать воду прямо подробно, у меня есть такой курс. Вот он, мне кажется, прямо для самый летний, для начинающих. Ну и, естественно, я на пленерах показываю все на деле. Мы там все разбираем с теорией, у нас есть много времени. Целый день мы этому уделяем. Поэтому... И опять же, это возможность мне позаниматься с каждым индивидуально. Посмотреть на навыки. Сначала набираю здесь тона.
Так, добрый день, всем добрый день. Многие берут толстые кисти, покрывают весь лист за раз, а вы тонкой кладете. Все зависит от той техники, то есть самая база акварели, самый простой момент, это где вода. У меня вода с двух сторон, поэтому у меня воды достаточно. Я беру кисть, которая не отдает мне воду. Если человек не смачивает с двух сторон, а у него либо только чуть-чуть на поверхности, конечно, ему нужна большая кисть, чтобы быстрее, пока не высохло. То есть вы себе задаете вопрос, где вода? Если вода не на листе, то вы работаете большими кистями, которые отдают и воду, и пигмент. Если вы смачиваете с двух сторон, как смочила я, или много воды на листе, то тогда вы работаете синтетическими кистями, каллиграфическими кистями, колонковыми кистями, теми кистями, которые не отдают воду, отдают только пигмент. Вот. И это важно, это хороший вопрос, это технический момент, это не просто про материалы, да, это вот как раз технический момент, в котором важно разбираться. Поэтому спасибо. Это как раз вот про это все. Сейчас. Все зависит от той техники, в которой вы работаете. Ну и здесь у меня постепенно так, сейчас я буду постепенно там набирать волны. Начну издалека, с более теплых. Здесь тоже будут более теплые и пологие, более горизонтальные, да. Потом мы перейдем в более синие. Отражениями здесь не занимаюсь пока что. Я рисую все, даже большие работы, даже 1,5 метра я рисую вот этими кистями. Все, у меня каких-то огромных кистей нету. У всех разные техники, конечно же. То есть здесь что говорить, но у меня много воды, поэтому воду я использую ту, которая лежит на листе. И начинаю прописывать воду. Сейчас я буду чуть меньше отвечать на комментарии, потому что я более внимательно этим всем сейчас занимаюсь. Да, здесь у меня будет отражение, можно сильно на самом деле не мучиться. Так, у нас здесь какая-то такая волна. Сейчас мы к ней подойдем. Потом еще, знаете, нет же момента правильного и неправильного. Я всегда стараюсь рассказывать, какие-то моменты. Это вообще не значит, если вам какой-то преподаватель скажет, можно работать только моими кистями, моим способом, бегите оттуда вообще. Потому что такого, это не так. Все к чему-то привыкают. На самом деле у всех совсем разные техники. Но что важно брать от преподавателя, это воздушная перспектива, линейная перспектива, работа с тоном, работа с влагой, вот эти все моменты. А как он работает, каким способом, он просто уже годами привык, как я называю, это мои любимые стоптанные туфли. Да, то есть вот это тоже может присутствовать. Поэтому важные элементы как раз они не только, да, не в материалах находятся. Поэтому я об этом так говорю. Потому что, знаете, это я, когда в походы там, или в какие-то, знаете, начинаешь заниматься каким-то увлечением. Думаешь, что если ты лыжи купишь, как у своего инструктора, то ты прям сразу кататься классно начнешь. Вот. А потом с возрастом понимаешь, что все это ерунда, что можно и на простым. Конечно, в акварели играет роль бумага, но краски играют последнее место. Последнее место. Первое играет бумага. Бумага должна быть хлопковая, хорошая, она ускоряет ваши все результаты. Так. Здесь я могу чуть-чуть даже, не боюсь, увлажнила. Пожалуйста, утечет, так утечет. Так.
О, мастер Татьяна Анисимова. Привет, привет, дорогая. Очень рада тебя видеть. Вообще всех рада, да. Очень красиво. Thank you so much. Как я давно не рисовала. Арвик, очень приятно тебя видеть. Присоединяйся. Вот. Вообще классно в эфире хоть со всеми встретиться. Your painting always have such a peaceful vibe. Yeah. For me, it's very important. I think because we have a lot of problem outside of us, so I try to paint what I feel. I feel calm, peaceful, and friendship, and so on and so on. And I hope one day it will be like this. But yeah, I know the nature of people quite different. So, and every time we have a problem and we have a war, we have other conflicts in a different country. But I'm a painter, and I can show the peaceful world on my work, and I try to show it. I try to do it that people remember about it, remember how it's great to see the world, how the beautiful words are. So, and I just do what I can do, and I can show it. So, yeah, I think. And every artist in other part of the world try to show the peaceful words. I think it's the most important goals for us. So. Я продолжаю, да, я все больше и больше здесь набираю цвета, краски. Еще сюда я не дошла, да, то есть я хочу нарисовать, прорисовать воду здесь, какие-то элементики. Обязательно сейчас прочитаю ваши комментарии чуть позже и отвечу. Да, здесь у нас такая волна набегает. Так. Продолжаем наши действия. Так. Так. Набираю цвета. Здесь у нас тоже такие волны, более активные. Ну, вот видите, много у меня времени достаточно. Я могу тут немножко позаниматься, посоединять, порисовать. Я имею в виду много влаги. Достаточно. Так.
Здесь у нас еще будет отражение, поэтому краям чуть-чуть темнее. Угу. Набираю еще краски. Обязательно отвечу сейчас на вопрос, но у меня просто ответственный этап, когда мне важно не проворонить влажность. Так. И мы постепенно набираем тона, да, все больше и больше, особенно краям вот здесь стараюсь все это прикрыть. Беру цвета. Здесь у меня достаточно будет плотная краска. Видите, еще влажно. Здесь у меня, да, вот такая волна. Тут, то есть вот волна, вот волна, вот волна. А здесь небольшая просадочка вниз, как бы такое более спокойное место. Тоже мы это сейчас с вами... Под гребнем самый темный участок, но здесь нам нужно соединить, то есть вот эту динамику, передать как бы от этой волны к этой волне, да, то есть чтобы она у нас тут был как бы такой треугольничек, чтобы она не просто поперек лежала. Сейчас мы это с вами и сделаем. Так. Ну как, похоже на, похоже на воду? Да. Угу. Ну тут уже, чем больше у вас, конечно, есть времени, тем лучше, но насколько есть, столько мы с вами и... Потому что я уже перемывать как бы второй раз я не буду. Ну, то есть еще добавлять. Уже вот сколько мне даст влажность одного слоя, то есть один слой будет, да, столько я и сделаю эту воду. Дополнительно еще уже не буду. Здесь немножко такой зеленоватый. Вот у меня чуть-чуть, видите, пошла вверх она. Мне небольшой наклон бы сделать. Да? Сейчас посмотрим, возможно ли это. Потому что, вот, чтобы она не убегала так сильно наверх. Я просто в восторге. Невероятно талантливый художник. Thank you so much. Yeah. Так. Сейчас я еще повторю чуть-чуть, да, вот эти действия, чтобы у меня не убегала вода. Вода у нас гравитация, все стремится естественным образом вниз. Поэтому иногда даже небольшого наклона достаточно. Ну, вот сейчас посмотрим. Если что, вернем. Потому что влажно, все утекает.
такая многослойность. У меня просто сейчас нет большого планшета, хотя я могу поискать. Но вот так мы сейчас сделаем. Появится у меня большой планшет. Вот так. Сейчас, одну секундочку. Вот, это очень сильно облегчит мою ситуацию в эфире. Во, супер, très bien. Так, отлично. Все, наш наклон равномерный. Мы можем дальше продолжать. Так, немножко у меня тут уплыло. Повторяю то, что уплыло. Возвращаю на места эти все элементики. Ответственные там, да, как я уже говорю. Здесь где-то в каких-то местах, видите, подсохло, но мы сейчас туда еще сходим. То есть у меня с той стороны немножко влажно, но мне не нужно, чтобы влага была на кисти, да, вот был хороший вопрос. Мне не нужно, иначе все нафиг утечет. И вот если ваша история, когда вы наносите, а у вас все утекает, вы не можете набрать тон, то вот и ответ, почему. Потому что у вас на кисти вода и везде вода, а вода только в одном месте у нас должна быть. Либо на листе, либо на кисточке. Здесь мы оставим такой более светлый угол впереди. Вот мы с вами нарисуемся воды. Если вы хотите рисовать воду, то вам точно в этот тур. Потому что мы там рисуем воду гораздо больше, чем все остальное. Вот архитектуру я тогда вас буду в другие приглашать активности. А вот воду это сюда. Большая волна, волны становятся крупнее и темнее, да, активнее. Угу. Супер, можно море и так оставить. Отлично, оно практически готово. Ну, только практически готово. Здесь еще будет отражение, небольшой дальний план, но море практически готово. Сейчас я вот сюда дойду немножко. Но вы правы, особо-то больше ничего и не надо. Вот. У нас же задача еще легкость оставить, акварельность, а не вымучить все это. Вот. То есть, как-то так, да? Смотрю немножко, вот это у нас будет побольше. Вот. Что вот эти поднялись. Эту тоже мы тогда увеличим здесь. Вот так сделаем. По размеру. Немножко я ее спрямила. Не хочу таких острых элементов. Так. И да, ближе к нам уже такое, знаете, все
немножко, может быть, прозрачная. Тут можно и вообще и грануляцию бабахнуть. Такая вот. Угу. Юлечка, спасибо, что отвечаешь на вопросы в эфире, вот, потому что, да, я в моменте не всегда вижу, сейчас я потом пролистаю, обязательно отвечу, но, друзья, необходимо иногда смотреть, что ты делаешь. Это полезно. Чуть-чуть тут зеленушечки добавлю. И это все еще вот так. Размою. Можно грануляции, конечно, какой-нибудь бабахнуть в передний план. Ну, собственно, да, как бы основная история. Сейчас чуть-чуть здесь, видите, они скруглились, а нам бы надо такие остренькие, не хотелось бы. Вот поэтому я сейчас чуть-чуть их вытяну. Мягкая такая, укачивающая вода, да, у нас. Еще я отхожу, смотрю вообще, а я как бы туда вообще, в ту степь что-то делаю, или, может быть, у меня что-то как бы не туда пошло. То есть я на это тоже обращаю внимание. Можно где-то найти плоскую кисть. Вот как всегда, я все раскидала, и теперь... И, допустим, подснять какие-нибудь блички. Сильно не люблю, но вот на верхушечках волн они у нас могут проявляться. Еще хорошо потом расчесать это. Не сильно много. Где-то немножко даже расчешу, чтобы было более горизонтальная история. Так. Ну, тут уже сухо, слава богу. Вот, поэтому можно вполне смело подкладывать высыхание, чтобы оно быстрее сохло. А пока оно будет сохнуть, потом я на вопросы ваши как раз отвечу. Ой. Вот я маханула тут краски прямо из кюветы. Что-то прям много. Придется использовать. Это гранулирующий, это Lunar Blue. Он сейчас в воде будет распадаться. Может дать классные эффекты. Вот. Ну и, собственно, да, как бы пусть тут все так немножко
свежо останется у нас. Главное, чтобы там же еще станет светлее, когда сейчас вот вода, и кажется, что здесь как бы все, но вот это место, оно посветлеет, поэтому я туда набираю краски, вот, чтобы... Оно не провалилось, то есть я еще учитываю, какой цвет будет после высыхания в этом месте, в этом участке, да, это важно. Но для этого надо знать просто свою бумагу и краски, конечно. Вот здесь что-то могу подчесать уже. Вот так вот. Лучше будет. Так. Угу. Здесь еще влажно все до сих пор. Поэтому... Но я рисую достаточно быстро. Есть еще момент, который часто начинающие путают. Когда ты рисуешь, кажется, время очень быстро. А когда смотришь, как другой рисует, кажется, да что-то он долго рисует. Поэтому вам кажется, что бумага высыхает у меня дольше, чем когда рисуете вы. Но это на самом деле не так. Вот, просто как бы делать гораздо быстрее, чем, да, наблюдать у других. Это, ну, это нормально. Поэтому здесь действительно у себя мы ускоряемся, потому что кажется, что процесс идет совсем иначе. Ну и пусть так все и у нас с вами высохнет. Посмотрим, что будет. Ну, как высохнет, так высохнет. Вот здесь посветлеет тоже участок. Вот. Грануляция будет. Потом еще будут отражения. Так, надеюсь, вам видно. Немножко переложу сейчас к свету. Пусть сохнет вода. А я пока поотвечаю на ваши вопросы. Так, сейчас что-нибудь еще подложу туда. Так, погнали. Вот здесь я остановилась. У меня неплохие краски, шминки, но все картины тусклые. Смотрите, дело не в цветах. Сразу скажу несколько способов, которые... Во-первых, может быть так, что вы не промываете кисть, соответственно, вы смешиваете и берете следующий цвет, она у вас, допустим, несет как бы... Ну, для начинающих это критично, потому что так бывает, что вот как бы грязь. Потом, на палитру нужно постоянно протирать. И поэтому я не смешиваю больше 2 цветов, стараюсь, да, особенно когда это многопигментные краски. То есть если есть 2 способа рисования акварелью. Однопигментными цветами тогда вы кладете, пожалуйста, сколько угодно слоев. И, ну, не сколько угодно, ну, 6, да, потому что там 1 пигмент. А есть уже многопигментные, составные. Современная вся акварель, она почти вся многопигментная. То есть
И, соответственно, вам, вот как я сейчас пишу, нужно в один слой. Если вы кладете следующий слой, то будет все грязнее, грязнее, грязнее. То есть яркость сохраняется за счет количества слоев. Вот вы можете присоединиться и смотреть мои бесплатные уроки на YouTube, больше 100 бесплатных уроков, и там я показываю, как говорится, как я рисую, все, и как раз вот эта вот техника, когда многопигментными цветами в один слой мы пишем, то есть я не смачиваю еще раз, не перекрываю, пока не высохло, можно какую угодно смесь наносить, и она будет адекватно смотреться. Как только оно высохло, и вы кладете следующий, особенно если вы теплую на холодное кладете, холодное на теплое, то будет грязновато. Вот, у меня есть даже эфир, посвященный, почему у меня грязь в акварели. Он есть на Ютубе, он так и называется, да, как избавиться от грязи. Там я прямо про все это прям подробно говорю, он бесплатный, естественно. Вот. Поэтому дело не в самих красках, дело в том, как часто мы набираем, как мы часто меняем воду. Еще бывает, кстати, момент, что вы берете, например, вот такой стаканчик. И вот мало туда набираете воды. Берите вот такой стаканчик и набирайте в него дофигища воды. И тогда вся вот этот весь пигмент, который грязь условную дает, он опускается вниз. И вы можете одной водой, вот этой вот у меня, смотрите, какая тара, одной этой водой работать очень долго, и при этом у вас будет достаточно чистая вода, и вы не будете вот эту грязь месить. Это тоже работает. То есть есть некоторые моменты, которые, влияют. И совершенно не краски. У меня краски вообще разных брендов. Можно рисовать самыми дешевыми простыми красками. Дело не... Грязь дают не краски, грязь дает именно неправильное их использование, то есть понимание пигментного состава и наслоения, потому что у нас не масло, акварель не кроющая. И если мы кладем следующий слой, то он то прозрачность, да, у нас... этого слоя принимается, да, предыдущий слой берет цвет, давайте сейчас, следующий слой берет цвет предыдущего, да, об этом много писала. Вообще вся техническая информация, вот моя книжка «Акварель для взрослых», там я все прямо пишу, да, вот про эти все моменты, какую бумагу выбрать, как важно, как смачивать с двух сторон, не смачивать, какие кисти, как ими работать, что такое выставка, как руку держать, да, как вот это вот все здесь, вот как работы, да, композиция, основные композиционные решения, да, вот это вот треугольники, свет, воздушная перспектива, линейная перспектива, работа с палитрой, пигментные составы красок, что на что влияет, как вот эту вот грязь убрать, как вот важно вот это вот, ну и так далее, да, как подбирать цвета для работы. Ну, в общем, все, я здесь еще в 22 году я выпустила основные базовые знания, есть, всем рекомендую, правда, пока еще есть в магазинах, не знаю, будут ли выпускать еще тираж. Вот. Так. Всем привет. Сейчас у меня пока все это сохнет естественным путем, я как раз почитаю. Так. Всем привет. Очень приятно всех видеть в эфире, друзья. Так, да, про бумагу вам Юля ответила. Угу. Так. Обожаю смотреть, как вы рисуете настоящее искусство. Спасибо, мне так приятно. Маша, все. Ксюша, очень приятно всех видеть. Так. Так. У меня есть эта книжка, ура, пошла читать. Отлично, тем более. Там вообще, вот знаете, у меня есть такой момент, что
все купили книжку, а потом, типа, прочитали один раз. Она не так работает. Это справочник. Вам нужно, вот когда у вас этот вопрос возник, вы туда обратились, и там есть ответ на ваш вопрос. Потому что если мы как бы к ней относимся как прочитал и забыл, это не художественная литература, это как бы немножко другое. И всю информацию запомнить сразу нереально, да? Мы как бы запоминаем ее только частично, сколько мы можем унести на текущий момент времени. Поэтому я рекомендую к этой книжке возвращаться раз в полгода и перечитывать заново, и поверьте, вы с новыми навыками найдете там столько нового, и мне постоянно пишут, что Анастасия, я заново читаю, как будто новая книжка, как будто другая. Потому что я до этого не видел там вот то, не видел это. Это нормально абсолютно. Как я ее для этого и создавала. Там все основные моменты есть, но унести мы можем только то, к чему мы готовы. Ага, так. Получается, что для набора цвета нужно перекрывать тем же пигментом, чтобы усилить и без грязи. Абсолютно точно, да, тем же. Если вы перекрываете другим, то у вас может быть грязь, конечно. Ну, я говорю, рекомендую вам бесплатный эфир. Прям там я все подробно, 4 часа, наверное, рассказываю. Все примеры и почему это так получается. Настя, привет, очень приятно. Вот. К сожалению, к счастью, точнее, я создала уже так много бесплатного контента, только занимайтесь, пожалуйста. Вот. Потому что он весь лежит в бесплатном доступе, и там есть все ответы, 90% ответов на все ваши вопросы. Вот, потому что, но, к сожалению, у нас как бы такой век потребления, мы часто, какая любимая игрушка? Новая, да? Вот, хотя и бесплатная почему-то не ценится, а это у нас все есть, вы только как бы занимаетесь, читайте, проходите, пожалуйста, все уроки. То, что я делаю в школе, почему, как бы, да, это курсы, они платные, потому что там хорошая запись, хорошее качество, это все тоже стоит, плюс там есть моя непосредственная работа, непосредственные проверки, поэтому это, ну, такая вот индивидуальная. Все базовые знания, без секретов, у меня есть в больше, чем 100 видео на моем YouTube-канале и в ВК абсолютно, там везде я Кустова Анастасия, там все дублируется. Только занимайтесь. Так, что у нас получается? У нас вот такое получается, пока сохнет. Подсыхает. Можем поболтать. Не хочу сушить феном, не люблю это дело, потому что фен сразу выпаривает пигмент. Особенно синий. И потом она вся блеклая становится. Ну, как бы она и сейчас чуть будет поменее яркая, но мы как бы к естественному уже стремимся. Сейчас, возможно, не видно, потому что кажется, что очень контрастно, но на самом деле как бы здесь, конечно, много цвета. Надеюсь, что это вообще в эфире заметно. Вот особенно, когда к свету тяну, да, она не темная, тут вот много всего. Так, угу. Настя, а что вы скажете о хлопковой бумаге Ханимюлле? Ханимюлле Сезанн очень люблю, нежно, но, опять же, смотря для каких... То есть, давайте так, плохой бумаги не бывает, хорошей бумаги, ну, как бы она, конечно, бывает, но давайте не то, что плохой, универсальной бумаги нет. Все зависит от того, для чего вам эта бумага нужна. То есть, если я вот по увлажненной рисую и туда мягко-мягко какие-нибудь вот в стиле Люи, в стиле восточных художников добавляю, то есть портрет рисую, и туда все вплавляю в один слой, Ханимюлле, Сезанн для этих, это, ну и вообще, да, она идеальна. Но если вам надо смочить еще раз, может сняться предыдущий слой. То есть вот здесь, ну, не на всех, опять же. То есть есть вот на Сезанне может, ну, не так, как, допустим, на Сандерс Уотерфорд. То есть если вы знаете, что вы рисуете многослойно, вы постоянно смачиваете, возьмите Сандерс Уотерфорд, тогда, получается, у вас все закрепилось, вы смочили, или арш, да, смочили, у вас там все осталось. Но есть более чувствительные бумаги, они смываются. Вот даже Баохонг S8, вот для одного слоя идеально, и я протереть могу. Но если я буду пересмачивать, то может сняться частично предыдущий слой. Как бы нужно мне это или нет? Вот, если вы
опять же, моя книжка, там гораздо больше полезной информации, чем я сейчас покажу, но там я вот писала про бумагу, да, бумаги условно, со свойствами целлюлозы, но это те, которые снимаются, и со свойствами хлопка, которые не снимаются. И это при этом хлопковые бумаги, да. И вот здесь я какие-то примеры, вот Ханимюллер Сезанн, кстати, здесь находится, и то есть у него есть это свойство, то есть и опять же, если вы работаете, например, с протирами, и вам нужно протирать, то я в жизни не возьму Сандерс Уотерфорд. То как бы, потому что я там ничего не смогу подснять вот так, она схватится. Вот, то мне нужно, наоборот, взять Ханимюллер Сезанн, да, и вот так работать в один слой и подстереть, либо Баухонг С8 и так далее. То есть нету универсальной бумаги, все зависит от того, как вы работаете, каким стилем, нужно вам снимать, не нужно снимать. И единственное, что я рекомендую, это не перескакивать с одной бумаги на другую, потому что это очень мешает практике вашей. Потому что вы не успеваете привыкнуть. Для хорошего акварелиста ему надо знать свою бумагу, как она себя ведет в разных условиях жизни. Если вы постоянно скачете, сегодня одной, завтра другой, вы не успеваете запомнить, и у вас каждый раз как в первый раз. И очень-очень сложно что-то запомнить. То есть одна бумага съедает синий, другая не съедает. Это съедает желтый, это не съедает. Вот я знаю, что это съедает. А на другой бумаге я бы желтый так сильно не наносила, потому что оно все съест. Ой, наоборот, все останется, и мне что потом с этим желтым делать? И получится вот так. Это все особенности бумаги, как особенности транспортного средства. И если вы сегодня на машине едете, завтра на тракторе, потом на другой машине и так далее, это дополнительный стресс для вас. И, условно, навыки не растут, вы дольше адаптируетесь. То есть вам приходится всю свою энергию, весь свой ресурс тратить на адаптацию к бумаге. Вы с ней сражаетесь вместо того, чтобы технически расти. Поэтому рекомендую брать одну, как минимум рисовать на ней, там, отрабатывать, ну, желательно, не знаю, там. В идеале вообще иметь одну-две бумаги максимум в арсенале. И не скакать постоянно, сегодня на одной, завтра на другой. Потому что как только вы скачете, вы технически не растете. Вы пробуете материалы, и из-за этого я грущу, но из-за этого часто начинающие остаются на этапе начинающих, потому что они постоянно выбирают сегодня разная бумага, разные краски, разные кисти. Да, вы обслуживаете материалы вместо того, чтобы технически помогать себе расти. Если ваша задача технически расти, да, то сокращаем материалы, и тогда весь фокус будет здесь. Вы 100% вслепую уже будете в этих красках делать замесы, вы будете знать, как себя ведет бумага, как она будет выглядеть после высыхания, какой цвет просядет, какой тон будет. Вот, и ваши работы скакнут на шаг вперед. Это вот самый главный совет для начинающих, который я могу. Когда только вы чувствуете, что уже наигрались в это, купить новую краску, тюбичек и так далее, если вашей задачей в жизни стоит развитие, то прекращайте это дело, минимизируйте состав, выбирайте одну бумагу, на которой работаете, и работайте. Тогда будет рост, тогда будет техника, тогда будет вообще супер-супер. Вот. Много полезной информации. Добро пожаловать, у меня всегда много полезной информации, я ее даю в огромном количестве бесплатно. Пожалуйста, занимайтесь только. На Ютубе и везде, и присоединяйтесь к моим активностям, если у вас есть на это ресурс, время, возможности и желание. Я буду рада с вами поделиться всем, что я знаю, потому что это моя основная деятельность, жизнь, любовь, хобби, все на свете в одном. Так, ну что, ждем, да, так долгожданно. Можно, конечно, маяком заняться, но я боюсь, что я влезу рукой сейчас вот в этот очень влажный слой, видите, еще почти все стоит, поэтому задаем вопросы, я с удовольствием отвечу, можно пользоваться этим моментом. Я выбрала Арш. С ней у меня все работы получаются. Спасибо, Анастасия. Отлично. Я вас поздравляю. Так и есть. То есть вот какая-то бумага, неважно какая, вот вы ее выбираете для себя, вот правда, честное слово,
это гораздо в разы лучше, чем перескакивание. Я в свое время, когда не могла себе позволить там хлопок, я же тоже начинающий была, также я рисовала на целлюлозе, но я не скакала по 15 раз на разную бумагу. Целлюлоза, хлопок, 50% хлопка, еще и так далее, и так далее. Нет, вот как бы выбрала, тогда знакомлюсь с ее составом, работаю с ней, и это мне помогает. Потом переключилась на следующую тоже. Мы познакомились, я привыкла, и какое-то время работаю. Могу себе позволить финансовых классную бумагу? Рисую. Не могу. Вот сейчас, например, арша в России нету, вот я рисую на Bauhonk S8, он гораздо бюджетнее. Но если я сейчас при вас переключусь на арш, у меня, скорее всего, работа не получится. Вот не получится. Хотя я рисую очень много. Почему? Потому что если я не сориентируюсь, то есть здесь влага дольше, чем на арше, да, какие-то цвета по-другому себя ведут, там просаживается синий, здесь нет. Если я вдруг забудусь, и пока буду вам объяснять об этом забуду, то у меня получится черти что. Вот. И дело не в технических навыках, а дело в том, что надо знать свой материал, с которым вы работаете. Это как, понимаете, перед Олимпийскими играми поменять лыжи человеку, на которых он катается, или вы перед концертом меняете инструмент, на котором играете, или вы перед тем, как сдать отчет по работе, садитесь за другой компьютер, за чужой. Вот понимаете, та же самая история. Вам все надо заново искать, вы адаптируетесь. Это очень тяжело. Так. Вы смочили лист только сверху, обязательно посмотрите. Все в записи, я ничего не скрывала, там все есть. Вот, поэтому не буду повторять те моменты, которые я делала. Запись останется, все можно посмотреть. Вот, поэтому внимание и память – наши лучшие друзья. Будет ли осенью онлайн-курсы, на какую тему? Скорее всего, возможно, будет мини-онлайн-курс в августе. На удивление, летом, да, вот сейчас. Я супер темы записала, просто такой будет летний, классный порисуй про усадьбы, парки, там, в общем, все такое, и архитектуру, и элементы, очень красивый курс. Мини-вариант, то есть как бы меньше уроков, проверки тоже меньше, но такой вот классный, потому что потом, скорее всего, будет только уже в новом, либо в декабре, либо в январе, потому что я уезжаю на весь сентябрь, весь октябрь, соответственно, вести онлайн-курсы я не смогу, и поэтому я подумала, да, чтобы нам было, вот мы порисуем, возможно, с вами в августе, и потом уже, зимой. Вот. Так что. I don't know Spanish. Sorry, guys. But I hope you write something good. I don't know. Yeah. If you have any question in English, please write me and I try to answer. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. Намечаете ли пленеры по Европе, как раньше, или вы больше этим не занимаетесь? Так вот, у меня пленеры, я уезжаю в сентябре, у меня пленер в Португалии. Вот, присоединяйтесь с 14 по 19 сентября. Вот, но сегодня будет отдельная про это история. Сегодня мы говорим про наш пленер в Турции с 3 по 10 октября. Как раз для европейских, да, участников. Вот. Все это возможность. Здесь дело не в моем желании. Я нахожусь в Российской Федерации сейчас, и сложность получения визы огромная. Давайте называть вещи своими именами. Я бы очень хотела делать пленэр в Европе в огромном количестве. Только чтобы подать мне на визу, я подаю на нее за полгода, жду 45 дней и показываю все справки в таком огромном количестве. И шансов, просто вот 10% людей только получает. Вот. Это реальность. Поэтому, конечно, когда я могу выехать, знаете, это как я делала тур по России,
И у меня были участники, которые такие: ой, я живу, мне час до Екатеринбурга ехать, я не хочу, я там в следующий раз. Я понимаю, что, ну, было бы желание. То есть вот кому-то час до Екатеринбурга далеко, хотя у меня пленэр в Екатеринбурге, а я понимаю, что когда я еще долечу до Екатеринбурга, может, лет через 20, да, чем приезжать, например, в Москву. Поэтому вот тем, кто в Европе, если вы хотите поучиться, пока я могу выезжать, и когда я делаю визу, или я, да, вот я выезжаю, в том числе в Турцию, это реальная возможность встретиться, поучиться, то мне кажется, что это гораздо проще, чем нам встретиться в Москве, вот, и как бы вот так. Потому что сейчас, и когда это закончится, непонятно. Это факты, это правда, это реальность. Вот. Так что отвечаю на ваш вопрос абсолютно. Все информация о моих пленерах есть в хайлайтсах, пленеры, там все закреплено, все ссылки, и, пожалуйста, присоединяйтесь. На моем сайте вся информация есть, только присоединяйтесь, смотрите. Вот. Так, отлично, ждем август, да, классно, у нас будем рисовать. Ну, скоро уже будут анонсы, наверное, такое вот небольшое, знаете, хочется сделать такой легкий онлайн-курс с полезными навыками, но не с очень красивой работой я нарисовала, прям самой нравится очень. Но хочется вот, чтобы мы не перетрудились летом все-таки, и вот как раз парки, усадьбы, то, что сейчас классно, вот будем писать, а потом уже встретимся зимой за чем-нибудь серьезным, тяжелым, вот, сложным, ну что-то такое. Так. Видите, я болтаю, у меня сохнет постепенно все, вот, становится светлее как раз все. Так. Рада всех видеть. Так что, к сожалению, да, я делаю все, что я могу, но не все зависит от меня, не все зависит от моего желания, к сожалению. Поэтому, когда я могу вырваться, я вырываюсь, делаю вот пленэр за границей, поэтому это отличная возможность присоединиться и порисовать, и вживую поучиться, позаниматься. И это, кстати, не только про меня, а, пожалуйста, про других участников, других мастеров тоже. То есть не думайте сейчас русским художникам, ну, супер сложно. И если вы видите, там, не знаю, Татьяну Анисимову в Армении, вы хотите поучиться там, и вы из Европы, ну, то вообще отличный шанс поехать в Армению или поехать в Турцию, понимаете, к художнику, потому что, скорее всего, он не может приехать к вам домой. И это отличный способ на территории, как говорится, вместе встретиться. Зиму с серьезным тоже ждем, мне очень приятно. Ну да, просто есть время, собирать камни, есть время разбрасывать, есть время учиться, есть время больше немножко так кайфануть. И летом, мне кажется, оно такое более свободное, пленэрный сезон, все. А потом серьезно заниматься, сядем зимой. Вот. Your work is amazing. I say that I would like to understand everything what you are think. I see you from Peru. Oh, nice to meet you. Nice to see you. Hope one day I will arrive to Peru, and yeah, it's just dream, but I hope I will can. So yeah, thank you so much. I know that I will speak Russian today, but if it's interesting, maybe I will make a live stream in English mostly. And yeah, I hope maybe one day I will learn Spanish or Portuguese. I a little bit understand, and Italian and French too, but I don't speak at all. So yeah. Thank you guys from all over the world. Thank you that you are looking and follow me, and that you see my art. I'm very appreciated, and I'm happy to see you, and happy to show you my art and my paintings, watercolor, and I don't know. Yeah, thank you.
watching you live after a long time. Enjoyed the thing. Thank you so much. Yes. I think I have a big pause here because, I work with my Russian group and make some close live stream in YouTube channel and for my close group and clubs. And I understand. And also we have in Russia a problem with Instagram and because it's closed on our country now, and I need a VPN and so on and so on that helped me to make this live stream. But I know that maybe sometimes later I will make it again, because thank you for your words. It's really inspired me to make the new live stream maybe soon. Yeah. Why not? Yeah, because I don't know, when for a long time I don't make it, it's too hard to start again. But when I'm starting, I'm very happy. So thank you. Yeah. Так, ждем. I just waiting for drying my paper, and I don't use the fan for this, because after fan a lot of colors lose their bright. So yeah. I just wait. But I think it's needs maybe 2-3 minutes, and after that I will paint the mountains here and our lighthouse and reflection here, and that's all. Really fast work, yeah. And this live stream I will save, and you can paint with me and after that. Окей. Ну что, друзья, да, пока отвечаю на ваши вопросы еще. Если они есть, чуть-чуть жду. Мне очень нравятся ваши работы. Avelina Art, thank you so much. Yeah, thank you. I'm very appreciate. Это так приятно, что на русском даже все переводят. It's so nice that you translation some words in Russia and write in Russia that I understand. I understand in English if you can, but it's so nice. So nice. Thank you. Вот, да. Это, знаете, когда люди хотят, чтобы их поняли, они всегда сделают, чтобы их поняли. Так, ну практически все, видите, еще блестит там, где влажно, там, где уже сухо, все у нас высохло. Нет, в Швейцарии у меня, кстати, не было пленэров. Может быть, когда-нибудь, если, опять же, ну вот не в ближайшее время, к сожалению, вот, потому что нам сейчас визы дают как бы за полгода на один въезд. Въехал и не выехал. Вот, и сейчас вообще это все... Ой, даже не буду говорить, только одно расстройство. Yeah. Я не говорю по-русски, я пользуюсь переводчиком. Yeah, I understand that you don't speak Russian, but you can speak English and write in English, but it's so nice that you translate it to Russia, that I understand your words. Yeah, so nice, and it's kind. Так, ну что, практически еще не все высохло. Вот, давайте мы напишем наш маяк. Что-то там такое. Сейчас положу сюда. Такой вот, да. Такая история. Немножко подложу как-то надо. Ладно, постараюсь не влезть руками. Если я влезу головой, то сори. Потому что, когда ответственное мероприятие, уже вот такие детальки, тут уж надо внимательно, и могу немножко влезть в кадр. Ну здесь уже высохло, так что в целом. Вот, когда мы уже такие какие-то штучки рисуем ответственные, то тут уже, конечно,
Внимание. Тут что-то такое. Так, там у нас тональность, и он, в принципе, темнее, чем небо в этом месте. Но мы можем, посмотрим сейчас, как получится, да? То есть достаточно темный. Можно оставить рефлекс, можно сделать темнее. Ну, давайте сделаем темнее, чем небо. С этой стороны. А все поверхности, смотрящие вниз, они всегда теплые. Поэтому мы с вами так. Здесь важно. Если не понравится, сейчас все снимем, тоже не проблема. Вообще, главное не бояться акварели. Это самое важное. Потому что, когда мы всего боимся, очень сложно в этом как-то развиваться, расти. Так, такая у нас там оранжевая крыша. Вот. Там тоже можем оранжевую нарисовать. Ну, вот практически, да. Такой у нас. Откуда идет свет? Ну вот откуда идет свет. Ну, если тени у нас падают сюда, тени падают сюда, тень падает сюда, и падающая тень у нас здесь, то он у нас справа. И по маяку все прекрасно видно. Вы можете это увидеть. Вот. Вот у нас, да, наша падающая тень. Сюда. Сюда, сюда, да, вот у нас все. Вот эта часть освещенная, вот от краев падающая тень, это падающая тень. Ну, тут очевидно. Ну, и референс, естественно, у вас будет потом. Вы сможете его сохранить и уже без сомнений нарисовать. Но даже если у вас ниоткуда не падает тень, в этом нет ничего страшного. Можете вообще этим не заморачиваться. Все очень как бы не теми вещами. Вы можете его просто белым оставить, тогда на него будет свет фронтально падать. А на горах горы у вас сами по себе из-за выступающих объектов будут отбрасывать тени в разные свои части. И это тоже будет происходить. Вот. Поэтому отбрасываем сомнения, начинаем рисовать. А то у нас мы сначала свет откуда падает, потом это, а потом уже и время прошло на рисование. Вот. Чуть полегче, короче, друзья. Так. Здесь у нас все. Такая вот штучка. И здесь у нас под крышей тоже коричневенькая. Ну, собственно, сейчас больше я им сильно заниматься не буду. Какие-то элементики просто поставлю. И в целом это не имеет никакого значения, потому что основной весь у нас сюжет не здесь. Да? Вот. У нас тут все. Тут что-то такое. Какие-то, может быть, столбы стоят. Все. Этого достаточно. Понятно, что маяк? Да понятно. Понятно, что маяк. Этого достаточно. Не усложняем себе жизнь. Чуть легче, чуть проще. Так. Вот. Здесь, да, все, что смотрит вниз, более тепленькое. Желтое сразу даст живописность. Вот это важный момент. Так. И здесь что-то там такое у нас. Есть, я не рисую низ маяка. Рекомендую никогда не рисовать низ. Тогда у вас будет более живое все. То есть вот он как втек там акварелью, не надо его подчеркивать, иначе детский рисунок вам обеспечен. Вот. Вот здесь какие-то детали подчеркнули, и у нас прям сразу будет с вами реалистично все. Тут там тенюшечка какая-то пошла. Сухая кисть кое-где. Как я уже сказала, да, не очень много, не во всех участках, но кое-где нам бы хорошо это сделать. И подчеркнуть заодно объемчик, да, наш. Вот.
На фоне неба тоже можно вот эти все подчеркнуть элементы, они достаточно активные. Так. Пусть будет какая-то. А, вот там классная, да, тоже такая. У скалы. В самых глубоких, да, моментах тени. Ну, в целом, больше сильно не хочу заморачиваться. Нарисую дальний план, да, здесь у нас. Возьму теплый, ну, возьму такой сиреневатый оттенок. И сделаю уже такая сиена можно. Я выбираю здесь цвет подложки, чтобы у меня было более естественный, более такой светлый момент. К краям чуть темнее, чуть фиолетовее. Не перекрываю прям другим цветом сразу. Там как будто бы какой-то город. Ну, вот так его и оставляю. Я думаю, он там по-любому есть. Здесь можно потом сделать как будто бы отражение небольшое присутствует. Так. И вот сюда. Здесь у нас точно так же такой камешек, но мы сейчас его, да, нарисуем. Так. Какие-то там элементики. Все этого достаточно для воздушной перспективы. И да, у нас здесь тени на нем такие. Ну, тут все видно на референсе. Как и на рефе. Здесь немножко такой он классный, выступающий, фактурненький. Почему бы нет? Почему бы нам его не сделать таким? И снизу у него, да, такой коричневый момент, там, где он садится в воду. А здесь мы сейчас его подчеркнем. И там еще какой-то есть коричневый камень. Ну, пусть будет коричнево-сиреневый. Можем еще россыпь сделать, да, этих камней на берегу. Ничего нам не мешает. Так поживее будет, правда? Правда. Лодка, правда, не подойдет так близко к ним. Но мы-то можем, мы же художники, можем, что хотим, то и делать. Вот. Тут может тоже какой-нибудь быть светлый. Сейчас мы тут с этим сработаем, с отражениями. И все прям будет хорошо. Nice artwork. Thank you so much. Так, отражения у нас здесь достаточно теплые будут. Я смешиваю сиену и Horizon Blue. Покажу, это важно. Вот, сиена жженая и Horizon. В разных пропорциях будет более теплый, более бирюзовый. Соответственно, сначала начинаю с теплого и уже перехожу в более холодный и цвет воды. И здесь важно линия рядом с водой, да, она все-таки такая достаточно водораздела, она достаточно активная. И мы ее с вами здесь рисуем. Сухим штрихом, там, неважно как. Потому что потом
Мы сейчас будем объединять это все с отражениями. Все будет уходить в воду. Небольшой можно наклон сделать себе, то есть такой, чтобы оно сейчас немножко подстекло. Тут возможно совсем небольшое отражение. Там сильно и не надо. Вот. Здесь какие-то, оставляю какие-то сухие там просветы. Сюда тоже перехожу. Здесь можно вот так, чтобы оно еще подстекло сюда, да? То есть наша задача, чтобы оно немножко, вот эти темные моменты, которые мы нанесли, чтобы они еще у нас подстекли, подстекли, да? Учу русский. Так. Значит, и здесь, да, я куда-то там выхожу, небольшое отражение, рисую. Так, у нас где-то здесь, да, у нас маяк. Более зелененькая начинает быть. Даже фиолетовенькая здесь. Здесь прям даже фиолетовенький, да, потому что мы такой делали переход. Можно сделать, оставить, можно не оставлять. Здесь заодно я эту форму подчеркну, что это такое у нас туда относится. Так. Волнительно. Вот это, знаете, финал всегда волнительно. Если вы думаете, что я не волнуюсь, я волнуюсь. Просто, как говорится, мы уже давно привыкли с этим справляться, но это не значит, что ты не волнуешься. Если ты не волнуешься, тебе все равно. Поэтому волнение – это всегда нормально. Особенно, да, вот такие демонстрации. Переходим. Да, такой синий-сиреневый. Здесь можно. У меня не будет такого прям светлого отражения, как там. Поэтому я его... сочиняю из своей головы, какое будет здесь красиво смотреться. Так, и мне нужно здесь выйти в маяк приблизительно, сейчас, вот сюда. Главное вертикаль не потерять. Вот наш маяк. Он может здесь трепетать в нашем отражении довольно долго. И в самых светлых участках отражения разбивается. Так. Здесь такой кусочек.
Так. И сюда уходит уже в более такой синий-зеленый, да, уже в цвет воды, потому что у нас здесь скала. Тоже могу ее в самых светлых участках. Да, здесь такой синий-фиолетовый даже, да, у нас кое-где. Можем еще оставить волны. Да, небольшое такое у нас отражение. И можно в самых, да, наших каких-то темных местах поставить там, пока там еще влажно, сделать вот эти вот небольшие моментики тона, да, там, где больше всего так, и чуть-чуть это все подрасчесать сейчас. Здесь темный, здесь так вот. Здесь чуть-чуть можно потемнее, поконтрастнее сделать. Сейчас мы это сделаем, да, чтобы у нас был вот этот эффект. Но делаю ровно в те места, где мы уже были. Так. Здесь такие крупные элементы, да. От нашего маяка. Ну и тут можно, да, вот эти горизонтальные какие-то небольшие наши штучки сделать. Здесь все утекло у нас. Такие отражения. Хочется, может быть, что-то, если наоборот темное получилось, там где-нибудь подснять, можно подснять. Вообще без проблем. Как раз эта бумага позволяет все это делать. Да, то есть какие-то светлые моментики. Вот. Ну что, здесь у нас там дальний план. Можно тоже немножко дать берега. Лучше такой коричневый, конечно. Еще здесь. Да, вот какие-то основные моментики, которые у нас тонально, если мы что-то пропустили, да, подчеркнуть. Но в целом все, мне кажется, у нас на своих местах. Краям особо не детализируем. Здесь, я думаю, что все понятно. Даже пошире можно.
Угу. Ну, что это такое? Что это такое? Краю темное. Вот. Ну, собственно, и все. Я думаю, что смысла нету больше этим заниматься. Так, надо птиц нарисовать. Потому что они... Птички тоже не просто так. Они здесь, в зоне противовеса. Про композицию противовеса я много и в своей книге, и в других эфирах вы можете найти. Здесь, конечно же, у маяка, там птиц может быть вообще, пожалуйста. Такие разные наши птички. Так, и подписать работу. Ну, в целом, я думаю, что можно подписать теплым вот в этом углу, и будет классно смотреться. Потому что здесь как бы не хочется, здесь и так всего много друг под другом, а вот так вот у нас будет с вами динамика хорошая. Теплый. Я эту краску использую только для подписи. Так. Так, 26. Так, вот. Вот и все. Даже без маски, без каких-то белил. Вот, если прям совсем там, не знаю, хочется, все потеряли, можно всегда небольшие какие-то блечочки поставить. Ну, вот буквально там парочку на воде. Но я сильно не люблю это дело. Люблю такую прям чистую акварель. Вот. Но очень красиво, особенно тень на воде, супер браво. Тени на воде здесь нету, это отражение. Тень всегда лежит на горизонтальной поверхности, отражение лежит вертикально. Это физика. Поэтому... Но спасибо, это просто как бы момент важный, потому что тень всегда нужна. Вот если бы от этого была тень, она есть, и она лежит на горизонтальной, то есть тень бы я нарисовала вот так, да, то есть лежачую тень, падающую, она лежит на чем-то. А отражение всегда вертикальное, нельзя его положить, и как только мы кладем отражение, то тогда у нас, получается, мы нарушаем основное. Вот, поэтому... Так, теперь читаю ваши комментарии еще, где пропустила. Так, сейчас. Откуда? Как раз вот, чтобы мне с того момента, где я читала последний раз. Спасибо большое за эфир, пожалуйста. Настя, спасибо большое за эфир и ваши бесплатные уроки. Мне очень приятно, занимайтесь, и мне очень приятно. Вот. Вы никогда не думали собрать пленэр в Марокко? Там же нереально, и виза не нужна. Смотрите, есть такие... Сейчас давайте я переключусь и буду отвечать на ваши вопросы. С удовольствием мы еще с вами поболтаем. Вот. А я лицом немножко повожу, работа высохнет как раз. Вот. Есть места, которые мне очень хочется увидеть, но я их не хочу рисовать. Вот это странно. Но так бывает. Это, у меня для этого есть пример. Так, сейчас. Секундочку. Да, у меня для этого есть пример, который я всегда говорю, что я люблю борщ, но я не хочу его рисовать. Или я люблю Наполеон, но мне не хочется его рисовать. Я люблю цветы, обожаю цветы и вдохновляюсь цветами, но я не рисую цветы. Не всегда, и это странно, это так удивляет людей, но на самом деле не всегда надо рисовать то, что вам просто нравится. То есть есть вещи, которые мне нравятся технически, мне нравится рисовать. И Марокко я просто вообще, мне хочется, я согласна с вами, что там нереально. Я бы с удовольствием его увидела, но для Марокко нужно другие синие цвета.
Я не художник, я, наверное, если я нарисую в такой синем, мне очень нравится Марокко на работах других художников, они потрясающе это рисуют. Но вот, понимаете как, кому-то идут платьишки в цветочек, а я другого типажа. Вот кому-то идет это рисовать в работах, этот синий, а я другой художник. И, по сути, мне нужно сменить всю свою художественную практику для того, чтобы нарисовать Марокко. Возможно, в рамках своего личного опыта я бы с удовольствием съездила и попробовала. Но в качестве преподавателя нет, потому что в качестве преподавателя я должна давать ту информацию, которая как бы, ну, отработана, заведомо правильно, да, она уже как бы рабочая, по крайней мере, вот. И я не езжу на пленеры экспериментировать, ну, если это пленер с группой, вот. Я все-таки по большей части там именно в другом функционале. Поэтому мне очень хочется, например, вот меня спрашивают про Алтай. Я хочу посмотреть Алтай, но я не хочу рисовать его. Я обожаю, да, горы. И ходить в горы. И я много ходила соло на вершинки, на все вершинки до 2500 в Сочи, в Красной Поляне. Я сходила соло одна, с ночевками. Но я не рисовала, и я не хочу рисовать. Не все, художник не всегда рисует. Иногда он просто напитывается энергией. И это тоже нормально. Так что если вы думаете, что вот это вот, почему другие вот рисуют все, а вам не хочется, с вами все в порядке. Так бывает. Вот для рисования я могу выбрать что-то, что мне вот... Я всегда сверяюсь с внутренним компасом, с вот этой вот. И вот есть какие-то вещи, которые я просто хочу оставить внутри себя, в своей душе, сидеть там, наблюдать, мне будет нравиться. Но я не захочу их рисовать. Это немножко разное. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Вот, поэтому, да, какие-то места мне очень нравятся, но я никогда там не буду делать пленеры, возможно. Вот. Но очень красиво. Да, так, это спасибо. Спасибо за эфир, как всегда, очень познавательно и красиво. Спасибо большое, мне очень приятно. Вот, я старалась для вас, очень красиво. Настя, спасибо за эфир. Елена, спасибо. Рисовала вместе с вами, мандражировала, но получила удовольствие. Благодарю. Это прекрасно. Я говорю, я тоже волнуюсь. Я тоже волнуюсь каждый раз. Я, может, болтаю так много, потому что волнуюсь. А вы думаете, я на самом деле 16 лет я же играла в оркестре, и мой дирижер, он как бы говорил, что, ну, и я вот вам эту фразу уже сказала, то есть он волнуется каждый раз, да, выходя на сцену, там, не знаю, 40-50 лет, да, уже выходя. Потому что если ты не волнуешься, тебе все равно. Вот я не говорю, это не должен быть страх парализующий, да? Но нормальное волнение, когда нам что-то важно, это классно, это супер, и мы как бы, ну, это показывает, что нам это действительно важно и классно. И вот когда я завершаю работу, и она мне там, не знаю, нравится, и мы как-то это нормально волноваться. Другой вопрос, что он не должен вам мешать продолжать действовать, делать, да, а то, что это волнение есть, это вообще с вами все в порядке. Не верите тем, кто скажет, что он никогда не волнуется. Либо он психопат, ладно, шучу. Ну, то есть это как бы нормальный человек, он волнуется в каких-то вещах, которые ему важны. Остальное это обман. Необыкновенно красиво. Спасибо большое. А почему вы говорите синий, что вы имеете в виду? Вы, наверное, со мной недавно совсем, вот. И у меня синий, ну, как сказать? Вот синий, который... У меня даже дома такого цвета нету, наверное, да? Сейчас я попробую что-то найти. Синий, который подойдет для Марокко, ну вот близко, наверное, к этому. Правильно, согласитесь, это вот такой синий. В моей палитре такого синего нет. Все, тот самый синий, который мы рисовали сегодня, вы удивитесь, это самый яркий синий, который у меня есть. Просто когда мы смотрим внутри моей палитры, внутри моей работы, он кажется ярким. Но когда мы добавляем какой-то, да, цвет синий, который есть, и это кобальт, это ультрамарин, то мы сразу видим, насколько тусклая моя палитра. Поэтому, ну, она такая. Мне эти цвета не нравятся, и я их не буду использовать в работе. Вот и все, я именно про это и говорю. То есть очень важно понимать, кто вы и какая у вас, что вам нравится, какая у вас палитра. То есть я четко знаю о себе, поэтому, ну,
Это также, и еще раз повторюсь, как с одеждой. Вот я обожаю смотреть на других платьев в цветочек. Людям идет. Когда я это одеваю, ну, мне не идет. Есть типаж внешности, правильно? Мне идут другие вещи. Точно так же в палитре. Мне идут другие цвета. Я их выбираю интуитивно. Мне они нравятся. Я не выберу такой синий. А рисовать Марокко, ну, каким-то другим синим, это будет неузнаваемый город. И мне кажется, что все-таки Марокко, это, ну, не страна, конечно, все-таки Марокко это больше масляная история и пастельная, на мой взгляд. Ну, вот опять же. И поэтому я вам свое мнение сказала, здесь в целом, ну, как бы вы меня никак не уговорите и никак не переубедите. Это просто, как бы, я, как это сказать, очень четко знаю, что я хочу и что я буду делать. Вот. Все, я вас поняла, отлично. Адреналин, да-да-да, есть адреналинчик в нашей работе. Ага. Как интересно, у меня Марокко ассоциируется с красными цветами. Ну, красный тоже, Юлечка, понимаешь, красный тоже не моя песня. Тоже не совсем, да, то есть получается это, ну вот как будто бы... Есть места, куда я сначала хочу съездить одна. Возможно, я поменяю свое мнение. Но, опять же, я не смогу его никак поменять из-за мнения других или удаленно. Правильно? Вот я такой человек, которому нужно... Я никогда не складываю свое мнение только вот, по мнению окружающих. Поэтому, если я когда-нибудь съезжу, и мне покажутся там другие цвета, и я поменяю свое мнение, то я с удовольствием тогда что-то поменяю. Но сейчас как бы... Вот. Ну, бело-синий, я говорю, это не мое. Я поэтому и Грецию не рисую там, например. Ну, мы сейчас, понимаете, это как это... ну, это даже не мне был комментарий. Ну, вот. Ну, просто смысла нет это обсуждать. Вот. Есть места, которые мне очень нравятся, и я вас в них приглашаю. Опять же, наверное, знаете, наверное, неинтересно, если все художники будут одинаковыми и будут ездить в одни и те же места. Ну, то есть, и вы рисуете с одним, потом с другим, с третьим. С одной стороны, может быть, это прикольный экспириенс, то есть посмотреть, как один и тот же художник, ну, разные художники одно и то же место нарисуют. С другой стороны, как будто бы кому-то подходит одно, кому-то подходит другое, кому-то подходит третье. То есть, вот... И у меня, опять же, как бы определенные форматы мастер-классов. Я не для всех, говорю, преподаватель, не для всех художник, вот, потому что, как бы, это определенные тоже, это нормально, вот, поэтому зато все знают, что, как бы, от меня ждать плюс-минус. Поэтому, ой, простите, я вас уронила, сори, случайно, хотела работу поднять, показать, вот. Так что да, возможно, с кем-то другим художником, как говорится. Да, мы не универсальные солдаты. Как бы вам ни нравился кто-то, у него есть свои... И именно поэтому он, возможно, вам нравится, потому что у него есть свои четкие приоритетности, свои четкие границы, свое понимание того, что ему нравится, что он хочет рисовать, что он не хочет рисовать, например. Ну, это так. Мы можем с вами пофилософствовать, это тоже интересно. Но вот. Огромное вам спасибо за эфир, не представляете, как он был важен. Я очень рада, если мое, как говорится, сегодняшнее появление вам немножко даже в чем-то помогло в вашей творческой жизни или просто даже в настроении, и это безумно приятно. Вот. Потому что, конечно же, вот, знаю, как... Иногда сама смотрю тех людей, которые меня вдохновляют, и знаете, вот как-то оно прямо подкручивает что-то, я думаю, блин, как классно, как вовремя, вот. И, конечно, самой мне иногда даже неожиданно, что я могу быть в этом, с этой стороны, вот, особенно онлайн, но мне очень приятно. Анастасия, спасибо за этот эфир. После общения с вами появляется вдохновение, желание творить. Приятных вам выходных. Евгения, спасибо большое. Но это моя большая задача, на самом деле, это зарядить вдохновением. И то, что я делаю на турах, я же тоже прекрасно понимаю, что помимо рисования, то, чем я делюсь, это делюсь своей энергией, любовью к жизни, каким-то своим опытом, историями странненькими, преодолением каких-то моментов. И
это заряжает в ответ, поэтому вот помимо всего прочего, конечно же, я это отдаю. Я перед турами всегда готовлюсь, напитываюсь, чтобы делиться, чтобы отдавать, потому что я человек, который вот это отдает. Поэтому вот когда мы живем на яхте, потом я знаю, что многие после потом приезжают, и у них энергия, они рисуют все. Вот. Конечно же, давайте так, это энергия человека, то есть это его возможность взять эти навыки, но вдохновиться, и я всегда рада поделиться тем, что у меня есть, своей батареечкой, вот, и чтобы вы тоже как-то зарядились, и чуть полегче вообще к этому относились, как бы к рисованию, ну, как бы внимательно, но к тем вещам, которые важны, я всегда туда акцентирую. А есть вещи, которые не важные. Вот вообще это супер навык отделять важное от неважного, да, он и по жизни очень полезный, и в целом при рисовании. Вот. И то, что не важно, вот эти детали, вот это вот все как бы... Вот, и тут можно легче к этому. И вот как раз, наверное, моя задача как преподавателя это пояснить, что, да, что важно, что не важно, где экономить ресурс, как сделать работу классную, чтобы сэкономить свои силы и при этом, да, как бы результат получить хороший. И этому мы учимся вживую очень, как бы, вот именно на практике. Это невозможно пересказать, это невозможно сказать онлайн. Но это просто факт, да, поэтому всегда это надо прожить. Юль, спасибо за эфир. Настя, Юлечка, спасибо. Вчера рисовала воду с Настей в артефактах. Всю ночь снилась Настя, сегодня встреча в эфире, и опять пинок вперед. Снежана, да, я надеюсь, что я снилась там с хорошими. Такая, голос такой, так, рисуем больше. Да, это очень... Дошла ваша энергия, благодарю. Я очень рада, да. Я вот, поэтому я, видите, сейчас вам лицом немножко еще как бы подзарядить, чуть-чуть вам направить эти силы. Вот. Такая вот, видите, большая работа сегодня с вами. Вот такая вот мы нарисовали вообще. Понятно, что сейчас зеркально все. Вот. Но это пол-листа, это нормальная, полноценная работа. Вот. Так что... Как будто бы вместе проплыли, да, здесь. Поэтому я вас очень жду, приглашаю присоединиться. Уже вот буквально, да, 2 места осталось в октябре. Это, правда, будет незабываемый тур, который вы запомните. Запомните, мы столько мест проедем, порисуем воду. Если это ваша тема, если вы любите и размеренно и рисовать, то здесь вот прям он такой, я его называю, да, гедонистический тур, вот он абсолютно про гедонизм, вот, поэтому тоже будут такие классные места. Анастасия, спасибо большое, спасибо, мне очень приятно, вот. Спасибо, друзья. Вот, ну что, потихонечку будем завершать. Сегодня так мы достаточно долго и проболтали, 3 часика. И надеюсь, что все у нас будет, все сохранится, конечно же. Вот, держим пальчики, fingers crossed. И, в общем, да, до новых встреч. Думаю, что еще мы сделаем, ну, следите за сторис, будут ли какие-то эфиры. Вот, и по всем вопросам все, еще раз, обо всех моих турах, обо всех моих активностях, мастер-классах вы можете найти в моем телеграм-канале. Там я также Кустова Анастасия, как и здесь. На моем сайте artkustovo.ru, ссылка на телеграм-канал, на мой сайт, все есть в активных ссылках в профиле, все там есть, там вообще на все мои активности здесь. И, собственно, если вы будете там смотреть на ютубе, ну, собственно, вы также везде, если вы в Яндексе ведете Кустова Анастасия, выйдут все мои каналы, там везде все написано. Вот, и, собственно, в хайлайтсах здесь в кругляшке пленеры, да, вот тоже, вы там можете найти со ссылками на организаторов, как записаться, куда присоединиться. Вот, я вас очень жду. Скоро, ближе уже к концу этого года будет план на 27-й, но пока еще вот, у нас еще 26-й в силе. Вот, поэтому мы вовсю
вовсю пленерим. Еще очень... Пленерный сезон закончится в октябре, такой основной, поэтому вот мы пока есть возможность напитываться, нарабатываться натурой, мы это делаем, потому что основные навыки, конечно, это рисование с натуры. Вот все потом, что я использую в своих больших работах, все знания, все, что я делаю зимой, уже сидя в студии, да, основательно в своих проектах современного искусства, это все навыки, которые получены через, да, практику работы на натуре, потому что мы не копируем фото, мы понимаем, как это трансформировать. Вот, собственно, поэтому в любом случае выходите, пока лето, если нет возможности поехать со мной или куда-то присоединиться, выйдите на балкон хотя бы, порисуйте из окна, найдите возможность выйти в ближайший парк, порисовать на пленеры. Вот, мои бесплатные уроки вы тоже можете посмотреть на Ютубе и ВКонтакте. И до новых встреч, собственно, здесь. Sorry, I don't have a Patreon, but you can find my free lessons, more than 100 free lessons, on my YouTube channel, the same like my nickname, Kustova Anastasia, and also you can find in link in bio, in my profile, all links for my activity, also my Art Kustova school. You can find a lot of my interesting workshop, very cheapest price. It's helped me to work, and you can find it with English subtitles. So, and if you have any questions, you can write me in direct, and I will help you. So, yeah. Ну что, today we will finish, and I will save this live stream. So, yeah, maybe I will make only English live stream next time, but if you are interested on it, please write me under this video about English live stream, and maybe your favorite theme which you want to paint. So yeah, please write me. Okay, today we will finish. Друзья, сегодня мы уже заканчиваем. Вот, спасибо вам, что вы нашли время быть со мной здесь в эфире столько времени. Я понимаю, что это не так просто, особенно выходные дни, которые напересчет у нас летом. Но спасибо вам большое и до новых встреч. Рисуйте, друзья, это самое важное. Даже ошибайтесь, рисуйте. Ну, это кайф. Это жизнь, это живая жизнь, давайте же ее жить. На этой прекрасной тавтологической ноте завершаю, обнимаю вас, вот, передаю вам лучики хорошего настроения.